it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high.
Приветствую всех! Добро пожаловать на канал Джулия Райтер. Меня зовут Юля, всем приятного просмотра. Что ж, я, так сказать, собралась силами и решилась, что надо мне пройти этот ужас. Этот ужас из головоломок. В игре The Council. Что значит собрание? Собрание, советы, что-то там еще. Вот. Вредный, привет. Привет. Как твои дела, вредный? Как выходные? Так, сейчас мы сделаем чат. Вот так вот сделаем чат. Сделаем вот так вот. И все у нас будет хорошо. У нас по-другому не бывает. Так, чат есть. Что мы нужно что еще сделать? Что еще нужно сделать? Я хотела себе, короче, сделать такую, ну, типа бумажечку, такую клейкую на экран. Вот, чтобы записать туда, короче, что мне нужно сделать в самом начале стрима. Вот. Так, как это? Ага, вот, закрепить. Все, отлично. Вот, что мне нужно, типа, делать в самом начале стрима, чтобы я это не забывала делать. То есть вот пока, допустим, ну, типа, фон стоит, музыка играет, что мне нужно сделать. Вот, то есть, ну, например, типа, так как мне до сих пор не дает возможности в описании вставлять там всякие ссылки и всякое вот это вот прочее, вот, насторонние там типа сайтики и все такое, значит, нужно это делать в чате, закреплять сообщения, вот, как минимум ссылку на Discord давать. Плюс нужно еще, я постоянно забываю про этот шип-чат. Я его включаю вот уже по факту, когда вот уже когда уже вот все, когда уже стрим пошел. Хотя надо бы как бы, ну, заранее все-таки, наверное. Вот. И из-за этого я трачу время вот, ну, как бы сейчас на это дело. Вот. А где у меня игра-то, господи? А, вот она. Вот. И типа тоже, допустим, шип-чат тоже нужно включать в самом начале. Вот. То, что, допустим, в ОБС я проверяю все, типа, там, ну, камера, микрофон, то есть все работает. Вот. Все как бы хорошо. Это у меня уже, ну, в принципе, сформировалось в привычку. То есть с этим все нормально. Вот. А вот, допустим, шип-чат я еще не привыкла. Вот. И, соответственно, ссылки тоже закреплять в чате тоже еще не привыкла. И поэтому надо записать это как-то на листочек, типа все запомнить. Ну, не все запомнить, в смысле, что надо это дело постоянно вот так вот регулярно делать. Не забывать. Вот. Но пока руки не дойдут это сделать. Этот листочек. Хотя это дело-то на 2 минуты. Замарафонил танки. Ничего себе. С пятницы спал около 6-7 часов. Ну, 6-7 часов это еще нормально. Вот если там... Хотя, знаешь, бывает, вот я удивлялась и до сих пор продолжаю удивляться. Иногда вот ты поспишь вроде бы вот прям полноценный хороший сон, там типа 8-9 часов, да, такой... И типа все прекрасно, как бы, но при этом как будто бы вот не выспался. А поспишь, 3 часа. Из-за того, что там, ну, дел много, или я не знаю, или хочется там что-нибудь посмотреть. 3 часа поспал и встал, и ты бодрый, как огурчик просто. Ну, вот реально, ты чувствуешь себя лучше, чем если ты поспал 9 часов. Как это работает, я не понимаю. И мне кажется, не у меня одной так. Так, все, захват игры есть, собственно, да? Поел сырный рамен дошираков.
Звучит вкусно, но я не любитель этих самых ни раменов, ни дошираков, вообще ничего такого. Вот. Я дошики, там всякие роллтики, вот это вот все там бигбоны или как они там обзываются, я их вообще не ем. Вот. Не могу, не люблю. Так, манускрипты. В смысле, а мы же читали в тот раз, разве нет? А мы не можем больше ничего прочитать. Ну, мы молодцы, конечно. Ну ладно. Фиг с ним. Так. Мне также кажется, что господин Перу скоро нас удивит. Я доверяла ему, добросовестно выполняла его поручения, поддерживала его решения сетей, потом все вдруг прошло. Просто мне игра в этих наушниках очень тихо. Короче, это нам рассказывают, что произошло в прошлой, так сказать, серии. Ну вот этих дамочек мы различили. Как бы все с этим хорошо. Но вот эти чужие скрывать свои слабости, иначе враги будут использовать их против вас. Я такого не помню, что было в истории. Мы стремимся к тому, чтобы все страны работали на общее благо и не были подвержены капризам судьбы. Ну да, ну да. Конечно, все так говорят. Одни люди всегда будут править другими, тут ничего не поделаешь. History forgets them with a Такие легко disconcerting пропадают из facility. памяти, о них не No говорят, one не speaks наши about them, and yet королям they и whisper in the президентам. ears of kings and presidents. А, то есть мы все здесь типа собрались, что ли? Это как это? Или не, или это типа, ну... Или это так? Не знаю, не понимаю, но они не должны были сюда прийти. Ух ты ж, ежик. Это что такое? Склеп. Это не склеп, это целый подземный город. Боннинг, Райткес, рождение кого-то там. Не знаю, но лучше не задерживаться. Почему? Почему здесь лучше не задерживаться? Be careful, mother. As if me saying that will make any difference. Knowing Mortimer, I wouldn't be surprised if he rigged his crypt with traps. So you think the door is not enough? Do you want to wager your other hand? You've got a point there. We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance? The what? The Lance of Longinus the Centurion. Лонгина. Ни хрена. Ну давайте мы такие типа, мы знаем. Oh, that? That's what we come to find? The lance that a centurion stuck За in the копьем, side of которым Christ at his Центурион пронзил crucifixion? распятого Иисуса. Seriously? You Вы что, don't really верите в believe эти that fable, do сказки? you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that Если такого everything хватает, adds up, представь, что копье but правда imagine if it существует. really did exist. Very well. Хорошо, и Now что what? теперь? Well, now you know what you need Теперь to ты знаешь, find. что Pardon? искать. I have to get to the wharf to Я пойду prepare на our причал и departure. подготовлю все как Let's плыть, get и off нужно this убираться с cursed этого island as проклятого quickly as we острова. can. We shall всякий come дом back готов when we are был. ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. Здесь слишком We shall come back опасно. when we have Мы the upper вернемся, как hand. только Fear получим not. преимущество. You take care of getting the lance. Лучше It's искать копье без imperative. возражений, я I'll take соберусь. care of preparing our departure. Прикольно ты придумала, Hang конечно. on. At least tell me Ищи, everything you know говорит, about this копье, lance. But I have которого never не seen it. существует, There's которое nothing типа else в I can say, сказке. Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Зачем вы застрелили Вэму? Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time Да, for this? хочу. I Давайте want to know, mother. настаивать. Why did you betray her? Listen, Louis, I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple При curiosity четном about some old количестве часов relic. You сна tried to kill her. And I had no выспался, choice for crying out причем loud. недовольный. It must not fall into the hands of the Интересно. demons, or we are all doomed. Don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is,
I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not Enough, Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right, we'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lamp, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket, so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. Вот как она это If I себе get caught? If they представляет? catch Вот. you in possession of the lance, we're Если его all заметно, все doomed. отлично. Do you understand? Нет, серьезно, ну, Perfectly. типа Good. копье, это And же, go ну, talk не to кинжал Piaget. какой-нибудь. He's the one who probably Оно же, knows the ну, most about this. ну, чуть, ну, оно там ростом с человека, если не больше. Как мы его спрячем? Она серьезно? Ой, ладно, что я говорю, господи, в этой же игре нет логики. Что я хочу вообще? Я что-то хотела, кстати, сделать. Я хотела сделать себе звук, потому что в этих наушниках я ни хрена не слышу абсолютно. Но на звук для стрима это вроде бы не должно повлиять. Но если... Что вы мне скажите, пожалуйста? О, Дрейк, привет! Привет, Дрейк, привет! Так, чё, куда мы топаем? Мы топаем искать... Мы топаем искать копье, которое надо будет потом куда-то нам вот за шиворот засунуть. Будет такая палка, вот знаете, вот, ну, типа, засунем, да, она там будет где-нибудь торчать из-под этого, из-под пальто. А что это у вас там? Тут ничего. Абсолютно ничего. Вам показалось. Но у вас меч торчит. Нет. Нет. Почему плохо в новых наушниках? Слышно было же хорошо вроде. Дрейк, я до этого сидела с наушниками с большими. И мне нормально было на той громкости, которую я себе поставила сначала. В этих почему-то слышно хуже. То есть мне пришлось прибавить громкость. Ну, это, видимо, от наушников там. Ну, я не знаю, это... Может быть, это в их... Как этих там... Короче, от наушников-то зависит, судя по всему. Палка, копье, древко. Ну да. Тут, видимо, копье, видимо, наконечник нужен. Ну, хрен знает, она же не уточняла. Она просто сказала найти копье. Может, но во всяком случае, я не помню, чтобы в прошлый раз мы где-то находили этот... Древко. Или древко, простите, если я неправильно говорю. Я, Дрейк, замечательно. Я замечательно, настрой тоже замечательный. Вот. Я решительно настроена к этой игре. Потому что раз уж я начала ее, я пройду хотя бы из интереса концовки. К чему там привели мои действия? К тому, что все сдохнут или что тут случится? Апокалипсис, может быть, война, еще что-нибудь. Не знаю. Мы с ума сойдем. В нас вселится демон, может быть. Это что? И чё? Наконечник в виде клина. А на каменном меди. На наконечнике изображен христианский символ рыба. Ну, бери, чё? Несколько разных наконечников. Каким образом тебе тут Пьяджи поможет вообще? Как у тебя, Дрейк, дела? Рассказывай. Как твое настроение, как твое самочувствие там, как выходные проходят. Ванька, привет! Привет, Вань. Или просто погибнут, да, или, не знаю,
В кооп ворвешься? Ничего себе. А что за кооп? Во что будете играть? Листовидный наконечник. И здесь рыбы тоже. Так они что, все одинаковые тут, что ли? С краю посижу, послушаю. Хорошо, Вань, ты только с краешку не упади. Аккуратнее. Могло быть и лучше. Ну, Дрейк, ну что ж так, ну как так-то вот, ну почему? Ну почему? Надо, чтобы вот, ну, как бы хорошо было. Лорд Мортимер. Let's see what we can find here. Подвинуть крышку. Ну, давайте внимательно смотрим. Сюжетная игра. Сюжетная? Она новая? Или не прям новая? Потому что чё из сюжетного и такого кооп, чтобы было? Мне почему-то приходит в мысли только который новый Фореста. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. Открывай. It's far too heavy. Слишком тяжело. I'm not going to be able to do it on my own. Да стой, в смысле? Вы что-нибудь понимаете? Он сказал, типа, слишком тяжело одному не сдвинуть. И чё? А это что? Это он типа не сдвинул? Ясно. Просто ясно. Просто ясно. Короче, ясно. Игра поломанная. А ты, Дрейк, мне скажи, что хоть за игра, как называется. Так, у нас здесь 2 кинжала. Ну, вернее, 2 наконечника. А вот один мы прошли, типа, да? Let's take a look at this lance here. It has a very special необычный. Leaf shape. It is copper rimmed and так те тоже были. I can see a fish symbol engraved on the tip. Они все одинаковые. Как их различить-то? А ты туда не спрыгнешь? Нет. А хрен знает, что это за пещера, она какая-то странная. Найди, говорит, копье. А то, что здесь 1001 подделка, это вообще насрать. Различай, как говорит, как хочешь. Мне пофиг. Это секрет небольшой. Так как я к вам зайду, если я не знаю, что это за игра? Ну ладно, во сколько хоть запускаться-то будете? Мне сегодня тоже так-то, видишь, не особо нельзя спать. Ну, в смысле, нельзя слишком поздно ложиться. Потому что мне завтра звонить по поводу работы и... Это что было? Господи, зачем меня такими переходами пугать? Вот, мне звонит завтра по поводу работы и узнавать, что мне там надо сделать, куда сходить. Ну, там, может, не знаю, по врачам, скорее всего, начать бегать и все в таком духе. I can see that this lance has a so-called leaf shape. It
is made entirely of iron. Целиком изготовлено железо и выгравировано солнце. Пока это единственное, которое отличается от всех. Так, запомним. Оно, короче, возле выхода. Слева. Посмотрел новенькую игру «Техасская резня бензопилы», выглядит прикольно. О, кстати, да, недавно же она тут вроде на днях совсем вышла. Мне тоже было интересно, но я пока не смотрела. Но я видела только трейлер. Darksiders Genesis. Вроде слышала, а вроде не слышала. Нет, слышала, но я не... Но... Знаешь, я... Типа название знакомое, но... Если мне не сказать, я сама не вспомню, про что там. Clemens III. Климент III с французского. Почему его дело покоится здесь, не в Ватикане? Ну, потому что сперли. Древний, но очень изящный саркофаг. Время наложил на него свой отпечаток, однако он неплохо сохранился. Кем пойду, я буду работать в ювелирном доме. Буду принимать участие в изготовлении ювелирных изделий. Вот. Но меня будут обучать сначала всему этому, потому что я же не по специальности иду. Вот. Но я не хочу по специальности. А тут прекрасная возможность. Меня указывают. Да, я знаю, что она от создателей Пятница 13. Пятница 13 умерла. Но, быть может, вот этот вот проект про техасскую резню будет более успешным, более живучим, так сказать. По крайней мере, мне так кажется. Ой, Дрейк, давай не будем про деньги, пожалуйста. Меня немного просто смущают эти вопросы. Но в любом случае лучше, чем учителю оплачивают. Тем более в моем городе. Так, присмотреться на лезвие, увидеть око Ра. Секунду, еще разочек. А он из чего? Тоже листовидный. И тоже медью. Но на лезвие уже не знак рыба, а око Ра. Это я знаю. Это тоже типа символ этого бога солнца египетского. График 5:2. 4 сурва и 3... Нифига себе, серьезно? А чё так жестко-то? Я против одного мана-то не могу затащить. Зачастую. А тут целых 3. Вы чё? А куда столько 3 мана-то? Ну это же вообще капец. Это же жесть просто. Расспросите 5 же. Короче, надо 5 же расспросить, и тогда уже определять, какой нам нужен. Но у нас здесь все одинаковые, листовидные, покрыты медью и знак рыбы. Отличаются только 2. Один из железа полностью, да, и со знаком солнца, а другой тоже листовидный медь, но у него тоже знак солнца. Короче, у него надо идти узнавать. Лору техасской резни, так. Ну, я понимаю, что это лор такой, но я просто не представляю, ну, типа, как. Ну, это же очень сложно, скорее всего, будет. Вот, собственно, поэтому завтра я буду там с работой все согласовывать. Вот, ну там всякие документы, вот это вот все бегать, в общем, скорее всего, начну с этим. Вот, но я уже хочу, чтобы меня поскорее взяли. Ну, начать, так сказать, работать поскорее уже. Потому что надо.
Есть Буба, он делает дрынь-дрынь-дрынь, а потом вж. Да, и этот Буба, вот если судить по ДБД, он дрынь-дрынь-дрынь и всех уложил вокруг себя. А если 3 таких Бубы будет, ну это досвидос. Поэтому не знаю. Ну, я думаю, что эта игра будет дольше жить, чем пятница 13-я. По крайней мере, так кажется мне. Хотя пятница тоже была интересна так-то. Но в отличие от ДБД у нее не было какого-то прям существенного развития. То есть она была, так скажем, узкоспециализированная. То есть именно по пятнице. То есть маньяк хоть и с разным оружием, но он по сути всегда один и тот же. Сурвы тоже одни и те же. Вот. Здесь, по идее, то, что тоже, опять-таки, только техасская резня, то есть тоже будут один только... Ну, маньяки будут одинаковыми, способности, ну, тоже примерно плюс-минус все время одинаковые. Не знаю. Вроде интересно, но вроде и сомнения берут. Буба и двое братьев. А у нас, в принципе, ловит только Буба, а братья... Просто ловят, интересно. 5 через 2 по 8 часов. Ну, да, 5 через 2. Вот насчет часов не помню. Но вроде да, вроде 8. Может и не 8. Не это самое. Не помню на этот счет. Надо, короче, это будет еще это. Уточнить. Не сейчас, Луи, пожалуйста, оставьте меня. Дайте мне побыть. Ты это не прыгай. You are playing with fire. I heard you speak to Mr. von Wollner about it, and I was wondering if you could tell me something about it. That was a private conversation. How could I have known that he was listening to us? I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lands, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion. On the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus thrust his lance in the right side of Jesus. Please. As you wish. Что с тобой? His nose is bleeding. So you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? Так, значит, вы ищете копье. Стой, подожди, тихо, дядь. Устойчивость к эрудиции у него, слабость хрен знает к чему. Так, ладно. А что у нас по предметам? 5-4, 5-4. Брат и девчонка. У сорвов есть дерево прокачки. Ну, а у манов нету? У манов, наверное, тоже что-то в этом роде есть. Зацените, кстати, в какой сегодня футболке. У сестры взяла. Овер. Такая классная. Потом себе тоже куплю какой-нибудь. А может не черную, а может какую-нибудь другую. Слабость и устойчивость. Давайте... мы все равно не можем, да? Ну, давайте скажем, что мы просто интересуемся. No, I was wondering about it myself. Oh, Louis. It's even worse than I thought. Он тоже что-то знает. Заранее объяснил нам, каково его предназначение.
Because, на самом деле вы все-таки you are его ищете. looking for it. You are looking for the lands. You should know. Только учтите, что не вы один. Лорд Мортимер потратил много времени и средств на его поиски. And his fortune trying to find it. Never will he let you Вас он have к нему не it. But tell подпустит. me, Только вот before скажите going на any further, милость. have you spoken to anyone Что, else about вы it? говорили о нем с кем-нибудь еще? Нет. No, you are the first I've Во-первых, spoken моя to about it, ну, Your Eminence. это Come правда. now, Louis. Are you quite Да sure не of вру that? я, ты чё? Ладно, мы говорили с матерью, хрен с Yes, тобой. my mother knows about it. Of course, Я Sarah. в шапке. Who else? Она в цель накормить деда Бубы кровью. Дед может подсветить суров, если они двигаются. Вот как. Ну, то есть дед это как, типа, способность, я так понимаю, манов, да? То есть они типа такие, эй, дед, подсвети нам. И он светит. No one else. What are you going to Зачем use вам the нужно это lands копье? for exactly? Да я сама не знаю. Чтобы прогнать демона. Ну ладно, он, короче, типа, что-то тут знает. Ну, давайте скажем. If I told you why I needed this lance, you Вы would все never равно не believe it. поверите. Trust me, you can tell me anything. It's our only chance to vanquish the demons. Oh, my dear God, Louis. You sound just Ни like хре- Sarah. Do you Ни realize хрена у you нашего are героя following глаза the same зеленющие. path, step by step? Сара тоже Sarah говорила also мне started by нелепости. imagining things. She too spoke of В том demons, числе и I'm о told. демонах. She could no longer speak to anyone and saw a hidden monster in every guest, А, мне тоже lurking очень in the нравится. shadows, Классная ready to футболка. devour her. You must let us help you. Louis, I thank you for your Спасибо за sincerity. искренний I shall ответ. answer you Я about скажу вам о Лонгине, Longinus. вы этого заслуживаете. You deserve to be told. His Спасибо. spear-headed lance Он возил did свое копье в indeed тело Господа pierce нашего, the принес side его кровь of и the обогрел Messiah. наконечник копья. His blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered Стал он in the полностью blood покрыт of кровью. Christ. Thank you. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be То есть careful. нам You are нужно, on a типа, perilous чтобы path. Don't follow не верьте Sarah's иллюзиям demons, my boy. Сары. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. God keep you. Ну, кстати, смотрите, интересное наблюдение, да? Он типа священник, да? То есть, ну, он же как бы... Ну, по идее, если он священник, он, ну, верит, да, там, значит, в рай, в ад, в Бога и в демонов, по идее, тоже. Но он не верит в тех демонов, которые вот про которые говорит Сара, что этот Мортимер, это он типа у него вселился демон и все дела, и тут он вершит всех судьбы, короче, тот еще хрен. Подмечаю детали. Все еще пытаюсь выстроить как-то логику в этой игре. Есть подозрение, что ТБТ потеряет свое лидерство. Хз. Я на самом деле не знаю больше вот никогда, кроме пятницы 13-й, больше чего-то похожего на такую игру. Но хотя сейчас много, ладно, вру, сейчас много всяких. Я сама ведь на днях тут копалась в Стиме. И я встречала некоторые игры, которые, да, там типа, там, я не знаю, провести обряд, там, изгнать там кого-нибудь. Ну, то есть что-то такое, да, было. Но... Они все достаточно новые, и нет у них пока что такого разнообразия, что ли. Поэтому, ну, не знаю, спорный момент, на мой взгляд.
Взрослым дает слишком много в прокачке. Бови и подопечный дает маловато. Короче, ДБД в любом случае, да, в проигрыше не останется. Вот что он здесь стоял? А если бы этот коварный лорд Мортимер сзади подошел и как бы, ну, прощай. И все. И минус дед. Мать, что-то нужно забрать? Ага, все забрали. Никому ничего не оставим, это все наше. Ой, я забыла кое-что сделать. Я забыла кое-что сделать. Так. Математика. Как эти естественные науки. Литература. Там не вижу. Что-то там непонятное. Сейчас я быстренько отвечу. Так, извиняюсь. Надо было ответить. Надо было ответить, а то мама бы запереживала. Так. Что у нас тут? Подождите, соберите. Мне нужно отыскать. Первый подсказал, что границу как рогатина. Что? Когда он это такое сказал? Как рогатина. Источники информатика, знатоки экзотизм, произведения искусства. Найдите больше подсказок и соберите копье. То есть нам нужно где-то еще походить, погулять, да? Вот смотрите, есть какая-то картина. Christ Crucified by Velasquez. Look, Здесь left a note записка there. для герцога Reserved for the Duke of Алькудия. Alcudia. Окей. Да блин. Опять нажимаю случайно. Ну, давайте походим, посмотрим на картины. The song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either Нифига, ear. что-то там так With his brain заскрипело. oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Ah, François Ier, Receiving the Holy Family, a painting by Raphael. Звуки какие тут страшные. The Fall of Phaeton, another painting by Rubens. Poor Phaeton,
struck by lightning for borrowing his father's chariot and losing control of it. Moral: don't steal Dad's chariot. Короче, сейчас будем просто ходить по картинам и все щелкать. Верхний нам не достать. A meeting between Louis XIV and Philippe V. I wonder why Mortimer's particularly fond of this painting. The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Golden elixir, consume without excess. Будем просто по кругу ходить и смотреть все картины, какие можно. Нам не сильно тут нужно. Мядик у нас есть. Так, здесь ничего посмотреть нельзя. Окей, хорошо. Ты что такое? That name means nothing to me. Allegory regarding the decoration of the rights of men. That's the least you could say. Liberty or Death by Regnault. Well, I'll take liberty, please. But I do understand his choice, even though it seems radical. Ah, painting by Ingres. Molière dining with Louis XIV. The king's posture is surprising. It's almost as if he's addressing someone in the assembly. Так, здесь все. Здесь мы больше ничего не можем посмотреть. Ой. Так. Ну, пойдемте дальше. Мы снова сюда пришли. Знатоки экзорцизма. Circe. Опять моделька зависла. Dining on ham. Well, that's very appetizing. Натюрморт с ветчиной. Блин, я сейчас опять есть захочу. Вы чё? Со своими натюрмортами. This painting has caused some debate. Who did Dosey paint? Alcina the fairy or Circe the magician? Сейчас мне надо еще себе звук прибавить. Во, вот так нормально. Romney painted Lady Hamilton as Circe. Circe preparing wine. What better trap for Ulysses? The conversion of Ulysses by Gurs. Circe changing Ulysses' companions into swines. Circe turning Ulysses' companions back into Здесь humans. ничего такого, здесь все Цирцей. Ulysses and Circe at the table. If I were you, Ulysses, I wouldn't drink the wine. Здесь все не то и все не так.
Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Saturn devouring his son. Good God, how awful. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Там кто-то стоит. А, это что? Какие-то записочки. Какие-то записки подрезали у кого-то. Ну ладно, пойдемте с этим поболтаем. Может, там что-то знает. Good evening, Mr. President. Good evening. Так, ну давайте начнем издалека. Hard to kill time on this island. Nothing ever happens. Gets a bit boring, don't you think? Ничего не Joking, my происходит. friend. I'm sure you're just being ironic. Да, у нас Yes два and трупа. no. Вообще It's true ничего that the manor is full интересного. of books and works of art. Unfortunately, the subjects are restricted to Lord Mortimer's specific tastes. The Crusades, religion. Yes, that's true. By the way, have you noticed the representations of the Holy Lance he's got all over the place? No. It was the last thing in my mind, to be honest. Oh, well, that's a pity. I would have enjoyed chatting about it, as I would have done with my mother. See you later. Окей. Значит, от него мы ничего не узнали. Хорошо, давайте спросим вот этих товарищей. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Так. Ну, давайте про особняк, нет? I would like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Is there anything else that sir would like to know? Нельзя, говорит. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Ну, нет, нам ничего не нужно, поэтому адиос, амигос. Пойдемте дальше. Кого-нибудь искать. На картины смотреть. Ты кто у нас? Нет, тебя нельзя почитать, ну ладно. Блин, хочу кушать. Ой, извините. Так, это просто зал. Для собраний, все дела. Здесь ничего нет. И никого нет. Так, здесь у нас выход в сад. Опять картины, картины, картины. Ой, это было громко. Так, здесь мы уже были. А откуда мы пришли? Отсюда? Значит, нам туда? Ага. Окей, ну давайте пойдемте. Куда-нибудь. Здесь вроде бы картины не читаются. Да, не читаются.
Что у нас здесь? А, здесь у нас это. Самое первое преступление. Здесь у нас кроме записок ничего больше нет. June 11th. Да, ничего больше нету. Угу. Тут тоже такая же записка. Она нам не нужна. Так, здесь заперто. Здесь не пускают. The cardinal's not in his room. Кардинал I bet he где-то went back to вышел. stuffing himself. Ну, His ладно. Holiness Pope Pius Мы VI пока у него by тут Pompeo осмотримся. Petoni. Я думаю, should help он не Piaggio будет feel at сильно home. против. Torquemada. Quite the contrast. Wow. The fanatical priest who created the Inquisition sends shivers down the spine. Это чё? My dear Giuseppe, Дорогой Джузеппе, увы, я слишком слаб, чтобы ехать. Поблагодарите от меня сэра Грегори за приглашение к лорду Мортимеру. Уверен, вы и без меня обо всем договоритесь. Передайте сэру Грегори, что мы исправно следуем его советам насчет нашего знакомого кардинала и епископа Кьярамонти. Полагаюсь на вас. May God bless you and give you protection. Окей. Кто-то там не смог поехать. Venus and Cupid with a Satyr by Correggio. Innocence, indiscretion, and lechery. Giuseppe must love that. Наверное. Love Triumphant by Caravaggio. Now there's someone for whom the sex of angels is no mystery. Это чё? Это нам надо. The Rape of the Daughters of Lucipis by Rubens. Surprising choice for His Eminence Piaggi. The Lying Girl by Boucher. Here's a painting of mischievous eroticism. I wonder what Piaggi must think of this. Стучит. Amber Crystals. Ага. Давайте посмотрим, что на балкончике. Может, что-то будет. Может, что-то будет интересное и нужное. Тут медик. Ага. Let's have a look at his personal papers. Of course, it's in Latin, На the language of the латинском. church. Но мы же знатоки. Мы же знатоки. Так что давай. All those hours of learning Latin Зря меня declensions are going to заставляли pay off часами in the end. спрягать латинский Mother will be глагол. proud. Now this could be interesting. Let's say a sancte, Указано несколько самых various распространенных representation вариантов criteria, изображения of which are копья. shown the most common throughout the centuries, and in different forms. If Piaggi's notes Судя are по anything to запискам, мне go нужно by, копье с the weapon I'm looking for клиновидным is shaped like a наконечником. tapered spear. And that should help me identify it. Так они там все такие, разве нет? Они все клиновидные. Cardinal's not in his room. Ну или I bet he went back to листовидные. stuffing himself. Подожди, это одно и то же? Ну типа... Там они все были листовидные, насколько я помню. Но во всяком случае он их называл листовидными.
Нет, клиновидные, наверное, это более типа тонкие, такие, более вытянутые, да? Но если так, а они там все практически листовидные, но клиновидные, если это так, вот как я понимаю, то тогда это хорошая подсказка. Но если нет, тогда это хреновая подсказка. Так, мы наоборот оттуда, по-моему, пришли. Так что я не очень понимаю. Ну ладно, не страшно. Как-нибудь разберемся. Мы уже столько в этой игре натерпелись. Таких тупых загадок, что я не знаю, что дальше может быть. Mortimer's giving to his guests. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for Произведение propaganda purposes. искусства. Где-то, значит, мы должны еще найти какую-то картину с какой-то пасхалкой. Like Caravaggio. It's incredible. It Раз doesn't у look нас like a все copy, еще but I отмечено. was sure the original was in Rome. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. The inspiration of St. Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Last Judgment. Why do I always get the most terrifying room? Почему мне всегда достается самая жуткая комната? Не знаю, потому что это, наверное, любимчик у всех. The incredulity of St. Thomas. Why is Caravaggio representing St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on but doesn't touch. На балконе, наверное, ничего особенного нет. Я так думаю. Так, пойдемте дальше. Тут у нас кто? Не знаю кто, но здесь закрыто. К этой мадаме, по-моему, всегда зайти можно. King George III in coronation robes. Nice touch for the room of an English duchess. Tending children at the orphanage in Harlem. I find it a little hard to understand this painting choice. Вряд ли, наверное, картина, в которой находится какая-то подсказка, вряд ли она находится в чьей-то комнате. I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Спасибо за последнее письмо. К сожалению, корона предупредила орден, что мы ни в коем случае не должны помешать сэру Грегори. Им явно удалось заручиться поддержкой Букингемского дворца. Нас связали по рукам и ногам и лишили всякой свободы действий. Держи меня в курсе дел, выполнить задание будет непросто. Судя по всему, французский орден не знает о поездке нашей знакомой Сары, посему ничего не могу тебе сказать. Впрочем, как мне кажется, она явилась сюда по личному делу. Мы вроде бы это читали. Бутылки валяются. The Lady's Ты Waldegrave чё, by блин, Reynolds, мать? painted upon the Зачем request of the мусоришь? Waldegrave family in an effort to find them a husband. Displayed like meat. It's disgusting. A letter from William Pitt the Younger addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam,
Благодарю вас за заботу о королеве. Королев с каждым днем становится хуже, но я полагаю, припадок скоро пройдет. Не могли бы вы при встрече попросить ее величество обсудить с супругом мое ходатайство о повышении налогов. Я делаю все возможное, чтобы спасти страну от разрухи, но, к сожалению, из-за душевного недуга короля действовать быстро не получается. Заранее благодарю за помощь. Наверное, это мы тоже читали. Мы, скорее всего, все это читали. Письмо 15-летней давности тоже читали. I shall never thank you enough for all your care and attention. I shall be indebted to you until my last breath. If you have any request of me, you only need ask. Ну, понятно. 2 coils circle the lock. Ключа у нас так и нету. Queen Charlotte. All the royal family of England is there from what I can tell. Что, Вань, случилось? Чего? Ты там травмировался, покалечился, что ли? William Pitt, the elder, Earl of Chatham. Emily works with his son. Давайте опять на балкон выйдем, посмотрим, что... О, ничего себе, башенка какая симпатичная. Чуть-чуть ты аккуратнее там. Давай, не травмируйся. Нужно, чтобы пальцы были целыми. Они тебе, я думаю, еще пригодятся. Хэштег «Живи, Ваня». Живи и береги пальцы. Так, короче, здесь ничего интересного. В комнатах ничего нет. Ладно, давайте не будем ходить по комнатам. Это, наверное, будет очень долго. Хотя мы и так, скорее всего, уже почти все обошли. Нам нужно где-то найти еще какие-то картины, но, скорее всего, не в комнатах. Где-то в другом месте. Где-то, где мы еще не были. Где-то здесь еще был склад. Honey, the remedy of the gods. Пригодится. Ce Jacques Perru. У Жака Перу, ну, хрен знает. Летает где-то кто-то. А, это ты. Ёлки-моталки. Так, ладно. Что еще мы можем, собственно говоря, сделать? А, мы можем проникнуть в его кабинет. Точно. А вот это не он случайно? Который с копьем. Saint Longinus. Да, это он. Let's take a closer look at his lance. It is shaped like a leaf, like the real lance, maybe. How can I be sure? А где-то мы находили, что должен быть... А, смотрите. Пьят же сказал, что наконечник выглядит как рогатина. Или рогатина, извините меня, пожалуйста, если я не... Давайте я просто загуглю, я даже не знаю, как это... Рогатина все-таки, да. Широкий обоюдоострый наконечник. Окей. В записках сказано, что наконечник похож на клин. В чем тогда разница?
А, он заострен с одной только стороны. Угу. Окей. А по статуе он листовидной формы. Охренеть, вот это подсказки, игра. Я офигею. I think this statue does represent Longinus, armed with a lance that wounded Jesus, the Holy Lance. How can I find out if this is an exact representation? There's no way of being certain of it. No, this is too easy. Mortimer's trying to throw me off the track again. It seems too visible to be true. Impossible not to see the statue on first glance, given its size. And Mortimer has no interest in making the shape of the true lance so easy to see. Короче, ясно. Не подсказка, а фигня. А вот еще одна картина. Adoration of the Shepherds with Saints Longinus and John. Giulio Romano. 1534. Так. И... Longinus is holding the Holy Lance in his left hand. And I'll bet he's holding the sponge soaked in holy blood in the other hand. Yes! Here we can see that the Holy Lance is represented in the shape of the spear. I better make sure I check this twice. It's a work that dates from the Renaissance. And there's nothing to say that it's not based on erroneous elements. This work is an order from Lord Mortimer. All the details have been conceived with a specific goal in mind. Upon closer examination, you can see that even the style clashes with that of most of the other works in the manner. No, if Mortimer has taken special care as the conception and the exhibition of this painting in his study, in the same way as for the nightmare painting, it must be of some significance. And that is indeed the true shape of the Holy Lance, a spear shape. Значит, у настоящего клиновидный. То есть... Ну, значит, у нас есть два совпадения, да? На картине клиновидный наконечник копья, и в записках было сказано, что похоже на клин. But I believe what I read in the letter from Milan addressed to Mortimer. There's every reason to believe that this painting has been modified according to his guidelines to represent the true shape of the Holy Lance, a spear shape. There's only one way of being sure. I'll have to find other clues that will confirm this information. Хорошо, давай посмотрим еще. Где у нас тут что еще есть? Это мы не можем прочитать. Так, ну это пасхалка к другому. Это счет. Это все не то. И здесь тоже не то. И здесь не то. Здесь мы ничего почитать не можем. Давайте в его комнату пойдем. В тайную. Может, там мы что-то найдем. Или уже нельзя к нему в комнату зайти? Нет, нельзя. Ну ладно. А куда нам тогда идти? Можно в другую комнату. Тоже тайную. Тут все, блин, тайное. Книжечку кто-то оставил. Кто-то читал и оставил. Ты что, не знаешь, нет? Нет, у тебя много дел, какой ты важный. Бумажный.
Здесь мы все посмотрели. Где мы еще не были? Я даже не помню. Нет, сюда нам пока не надо. Пойдемте вон в ту дверь. Да, к статуе подходила. На статуя, скорее всего, не настоящая. Вот так сделаем. Honey, так. the remedy of the gods. Я думаю, нам понадобится. Так, здесь мы все забрали. Все, пойдемте вот туда. Где у нас эта галерея-то? Мне галерея нужна. Так, здесь зал. Блин, я до сих пор не могу запомнить строение этого особняка. Это слишком сложно для меня. Сложно. Давайте там еще один, короче, мед выпьем. Сейчас там возьмем. Где тут он был? Вот. Вот так сделаем. А это заберем. Вот и все. Что еще нашли? А здесь что? Здесь тоже мед. Вот галерея. Пойдемте попробуем еще разочек сходить в эту. Так, ты у меня куда смотришь? О, это что? Это не надо. В смысле, тебя нельзя повернуть? Значит, и сюда проникнуть нельзя. И тебя тоже нельзя поворачивать. Так, ясно. Значит, туда мы проникнуть не можем. Священный текст. Но я уже все облазила, здесь больше ничего нигде нет. Ну, значит, все. Пойдемте так. Что мы еще тут? Больше ничего, наверное, придумать не можем. Water will give me a little reprieve. Сейчас опять будем бегать по этому подземелью. А здесь что-нибудь есть? The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. В Библии сказано. 4 Gospels each give an account of the death of Christ. Let's see what they can tell me about the lance. There's nothing about the lance in this account of the crucifixion. Нет ни единого упоминания. This apostle does not mention the lance Тоже ни in his слова, description of как the я. death of Christ. There's no mention of the lance in what Luke says Тоже about the death of ничего. Christ. Ah, there.
When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance? What is this telling me? Ничего абсолютно не говорит контекст. Ну, давайте. Medieval hermetic traditions evoke the idea of using noble materials for relics, which the monasteries often made themselves in order to attract pilgrims. Of course, they had to inspire greatness. So here, we might think of gold, whereas a centurion could not have hoped for anything better than copper at the time. The true lance would not have been a luxurious weapon. Окей, ну там практически все из меди. Так, а вот символ... Про форму, окей, хорошо. Про форму мы знаем. Что, скорее всего, это клин. Церковь говорит о сверкающем металле. Ну, то есть все-таки медь. Потому что железо же не сверкает, правильно? А вот что с символом, я не понимаю. Потому что два там символа. Но если церковь, христианство, скорее всего... Скорее всего, тогда символ вот эта рыба. I can see that this lance has a so-called leaf shape. It is made entirely of iron. I can see that the tip is engraved with the symbol of the sun. Но он листовидный, это сразу не то, что нам нужно. Окей, пойдемте искать дальше. Где у нас тут еще были? В этих саркофагах вроде бы ничего нет. This one has no name. I wonder who it was for. Вроде бы. Вот здесь лежит. Ты у нас какой? I can see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper rimmed. Медь. I can see the tip is engraved with the symbol of the eye of Ra. Но опять-таки листовидный. Но почему-то мне помнится, что при первом осмотре они все были листовидные, а нам нужен клин. Типа, где найти клин, если здесь нет такого? Ну ладно, сейчас еще раз осмотримся. Может быть, конечно, я что-то упустила. This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Чё? Clemens III. Clément III in French. How come his tomb ended up here and not in the Vatican? Почему он здесь, а не в Ватикане? This sarcophagus is beautifully made, but ancient. Stone is marked by the passage of time, but it's really well preserved. Был где-то. Значит, сейчас найдем. Просто мне запомнили, что это они все листовидные, почти все из меди, и почти все со знаком рыбы. Так, в этом конце вроде нету. Ладно, раз был, значит найдем. Так, этого ты не хочешь читать. Хорошо. Опа. А ты кто? Такого я вообще не помню, мы вроде не смотрели. Well, here we can see this lance has a leaf shape. It's Опять gold rimmed, листовидный. and a fish is engraved on the tip.
окаймлен. Он сверкающий, но вряд ли это он, потому что... Но опять-таки листовидный. И, как он сказал, ну типа золото, что вряд ли простой воин мог позволить себе золото. Но первый раз я его не находила, потому что я бы запомнила, что типа золотой он такой. Вот еще один валяется. Господи, они просто на каждом шагу здесь. Пипец. Листовидный и тоже из золота. Символ распятия. Но это не наш клиент. Господи, как внимательно надо смотреть. Не просто под ногами везде. Охренеть можно. Ты у нас кто? Чего они все вот так аккуратненько не лежат? Ну зачем разбрасывать там? Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is необычной листовидной формы. Да, они все здесь такие необычные листовидные формы, блин. Ты говоришь необычный. Ну какой необычный? Они все здесь такие одинаковые. А ты какой? О, ты какой-то другой. Ага, обшито медью. Но это не тот. Может, ты? Хотя нет, это тоже вроде бы рогатина, да ведь? Нет, в виде клина. Окаймлен медью. И символ рыба. Все, это наш. Надо опираться на факты. Я на факты опираюсь. Я думаю, что это оно. Все, я больше не хочу бегать, серьезно. Но это оно, все. Вооруженный. Все, ты больше не можешь осматривать, да? Ничегошеньки. Но это он. Lord Mortimer. Ну, может, он заранее себе приготовил саркофаг. Не, ну я думаю, что мы правильно нашли. Более он не валялся, где попало, аккуратненько так лежал. Поэтому все должно быть хорошо. Если нет, если опять-таки что-то не то, ну, вообще пофиг. Я и так старалась. Я старалась как могла. Здесь больше нету ничего и нигде. Медик. Съешь мед и возьми еще один, потому что мы сюда больше не придем. Ну, вот здесь еще какой-то валяется. Ну фиг знает какой это. Кстати, я не заметила вот, ну, визуальной разницы. Тут, кстати, везде он саркофаги стоят. Правда, когда до них добраться, непонятно. Я не заметила визуальной разницы между вот этим клиновидным и который рогатина. Ну, они... Такое ощущение, что вообще одинаково выглядят. Так, ну все, мы отчаливаем. Сваливаем отсюда. С этого дурдома. Давно пора. Сравни головоломку прошлого этой Локи. Здесь нормально. Выбрал копье. Убедил кардинала помочь мне. Ну да, только он нам соврал.
Не нашел часть подсказок, указывающих на то, как выглядит капитан. Ну, я не знаю, я все обошла сверху донизу, не было больше нигде. Не все дубликаты, собранные лордом Мортимером. Ну, потому что вот так, да. Господи, падает. Нет, ну здесь можно найти подсказки, то есть здесь как-то это более реально, что ли, сделать. Пик, пик. И вот так вот. Так что я считаю, сейчас было гораздо проще. Да, мы не нашли все подсказки, но мы все равно догадались. Что там нам дает манипулирование, убеждение, оккультизм, понятно. Вот, мы хоть и не все подсказки нашли, но, тем не менее, я думаю, что мы выбрали правильно. По крайней мере, должны были. Я очень надеюсь на это. Хватит бегать до кусты врезаться. Wow, what's the matter with him? Ты чё так выскакиваешь? Ты дебил, что ли? Why? What are you talking about? I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. There is no question of me letting you ruin everything. I just surprised Piaget and Volner talking. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him immediately. Let's keep calm, please. I don't know what you're talking about. I'll have to cut this short, quick. Ударить? Look, I don't know what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't think on getting rid of me so easily, de Richet. Where have you been? Какой хитрожопый засранец. Так, у нас что там? Временно показывает слабость и устойчивость, да? Короче, сейчас мы бахнем. Вот так вот. Давайте мы скажем, что типа, ну блин, нам как бы доверяют. Yes, but... So, I might have disappointed you on the negotiation of your precious cannons, but Lord Mortimer believes I can still be useful. I'm working for him right now, and you're wasting my time with your questions. Да, Look, вот понял. if he hasn't taken you into his confidence, then you shouldn't know yet. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed robbed Mortimer. The game is up. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Редкий манускрипт. Давайте попробуем сбить его с толку. Who did you hear making these alleged charges against me? His Eminence Piaget and Monsieur von Volner were discussing them when I joined them. And remind me, during the conference, which side were His Eminence and Mr. von Volner on? Sir Gregory. But what has that got to do with it? And did it not occur to you for a single instant that they might have been speaking about me in front of you on purpose? To manipulate you? I trust them to detect novices who are likely to be taken in, yes. Those sons of whores. Ah! So that's how they see me. Be careful to make sure the conference keeps on going ahead smoothly, though. Please. It would grieve me to have to report you to Lord Mortimer. No, of course. I'll make sure those two bastards get what they've got coming. Right. We'll leave it there. I'm glad that things have been cleared up. So, are we finished here? Indeed we are. I shall leave you. Правильно, иди давно. Вот, ты видел вообще время? Сколько времени детям пора спать? Come on. I have to hurry up and join my mother at the wharf now. Ишь ты, пришел тут. Возомнил тут себя какой-то важной шишкой. Пш.
Господи. Вот и все. Не надо тут вот эти вот ля-ля свои. Вообще-то, не будь я такой добрый, я бы сразу его ударила. Пошел он в жопу, серьезно. Ишь ты, приперся тут. Я позову слуг. Верните то, что украли. Этот, может, сам спрыгнул, а? Дед-то. Я ему тут такая-то пришла, значит, рассказала. Но если он сам спрыгнул, значит, молодец, облегчил себе задачу. Не придется марать руки. Чё, кто-нибудь сейчас опять ко мне придет и скажет? А давай. Так, понятно. Естественно, нас выпускать не хотят. Louis. Perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. I would like to have a word with you. Поговорить со мной хочешь? Слушай, я вообще-то иду спать. Ты видел, сколько времени, нет? Мне спать пора. No need to be afraid. There's nothing to worry about. Ты... Это кто тут боится? Ты у меня сейчас бояться будешь. Мне плевать, кто ты там. It's time we had a little chat. Ну, давай. What's wrong, my lord? Давай поговорим, болтун ты наш. What's with all the bodyguards? Да, зачем тебе столько Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in search of Sarah. I would like to prevent her from leading you even further down the wrong road. The wrong road? Louis, Sarah has made her own choices of her own free will, and I would like for you to have the same chance. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory about me, about Gregory, about the demons. She's right. Look at me. I have inhabited this body since 1191. For the last 602 years, I have been this dear William Mortimer. Ладно, и сколько вас всего? The fallen archangel, left heaven accompanied by 133,306,668 angels. Is it true that there are that many of you? No, I assure you, Louis. Forget your Bible class. It's ridiculous. We are not angels. We don't have wings. There is certainly nowhere near 1 million of us. And for that matter, no sacred human text represents us correctly. There are several families, and the family to which I belong has 8 siblings, including Gregory and myself. Sir Gregory is your brother? Yes, what can I say? You can't choose your family. But it is very difficult to know exactly how many of us there are, because a large number of our kind remain hidden, or never reveal themselves even to us. And you truly have the power to manipulate the thoughts of men. That's right. Every demon has the capacity to infiltrate the minds of men and to read and steer their thoughts. Зачем? What do you do with this power? We help them, of course. Когда хотим помочь? Ты думаешь, я в это поверю? Of course you do. And you expect me to believe that, I suppose. Louis, demon is just a word. It all depends on what exists beneath the surface. I understand that this isn't easy. The culture of men is centered on the fact that demons are responsible for all the evils on Earth. But if it's the same in every single culture, then maybe there might be something to it.
don't you think? Certainly there is something to it. Control. Man has spent his existence wishing to believe in the supernatural and imposing his belief on others. What could be more convenient for manipulating the masses? A perfect, inaccessible being and a plethora of demons in every one. The perfect idea to relieve men of all responsibility while still finding them guilty. Can you tell me more about your capacities, your supernatural powers? Supernatural? From my point of view, they are perfectly natural. Well, Louis, just because the monkey does not fly doesn't mean that we should consider the bird a supernatural creature. We are all part of a grand design. We are simply made like this. By developing our art, we are able to read thoughts as well as write in the minds of men. It is possible for us to make them bow to our desire, but it doesn't work without leaving some scars. Я пока не понимаю, зачем она все это рассказывает. You've been Mortimer for 600 years? How long have the demons been among mankind? I don't think I'd be lying if I said that we have always been here. Ну-ка, подожди. Короче, я так понимаю, если у слуг слабости есть ко всему, то у этого Мортимера, наверное, устойчивость тоже ко всему, блин. Или нет? If I follow you, you must have witnessed some of the greatest moments in history. You could certainly say that, yes. You seem to be fascinated by Christ. You weren't him, were you? Oh, no, not at all. He was my father, though. Strange as it seems. I beg your pardon? Am I dreaming? Ugh, please tell me I'm dreaming. We should have the chance to talk about all that again later, but yes, he was my father. All the mythology surrounding Jesus of Nazareth really stems from my father's prideful need to show himself among men. I've noticed that you have a passion for the Crusades. Among other things, yes. Mainly the third. It was during the siege of St. Joan of Arc that I took possession of Lord Mortimer. And you've never changed skins or bodies since? I have used other envelopes, but only to carry out very short tasks. Apart from that, indeed, I have been able to retain the identity of William Alexander Mortimer throughout the centuries. Did you experience ancient Rome? Oh, yes. Luxury and decadence, Louis. My family did indeed reign supreme, but from this period I retain only the works of my friend, Marcus Vitruvius Pollio. Did you know ancient Egypt? Oh, yes. We were gods on earth in those days. What did men call you then? Amenhotep IV. The 10th pharaoh of the 18th dynasty? Ooh, I see you're a connoisseur, Louis. Impressive. Did you know ancient Greece? In many ways, yes. One day Pericles, the next Parmenides. Just the memory of the time I spent working on acoustics with Pythagoras, well, it moves me quite deeply, to tell the truth. Pericles. He's the one who brought Athens to its golden age, isn't he? In a way, yes. He established democracy and then died during an epidemic. It wasn't so long after his 2 sons passed away. Isn't that right? Excuse me, Louis. I would rather not relive any more of that, if you don't mind. Ой, он еще и чувствительный какой-то. Господи. You're the devil incarnate. The devil? I'm not saying that all Judeo-Christian folklore hasn't served us, but the truth is, of course, something quite different. Please don't look at us through the primitive prism of religions. I am not hiding any horns or goat's feet, Louis. I have no tail.
Why do you bring up folklore? You mean that you've taken advantage of people's beliefs? No, not exactly. I mean that we in fact created them from scratch. It is amazing to see how mankind has such a strong need to believe in something superior to itself. It was very instructive for what was to come. Ладно, давайте наконец-таки спросим, зачем Why это do I вообще всё? tell you about the greatest secret ever revealed to man? That's right. I'm coming to that. Don't worry. Скоро ты сам все поймешь, не парься. What has my mother got to do with all this? She embarked on a crusade many years ago to kill all the demons. That must have upset you. I imagine you retaliated. No, I'm afraid she never forgave me. Forgave what? We met when she was still just a young woman. I appeared to her in a different form because I didn't want to reveal the identity of Lord Mortimer at that time. She was looking for someone interested in the occult to decipher an ancient book. We spent many years together until I revealed my true nature to her. The old book was Al-Azif, wasn't it? Did she speak about it? Not so long ago, yes. Indeed, it was already Al-Azif. She wanted to unlock the secrets. What are the demons' projects for humanity? Our aim has long since been to protect humanity from itself. On the other hand, although we give them the impulse to succeed, we don't all agree as to the path they take to achieve it. Ну понятно, короче. Возомнили себя вершителями How would you судеб. qualify your species scientifically? Good question. What is your area of expertise? Ну, допустим, с точки зрения физики. I'd say physics. So, consider us like the mechanical vibration of fluids. You mean sound? That's right. The physical properties of acoustics are very similar to those of our abilities. Imagine us as something like waves. А если... нельзя, да, больше выбрать? Ну, ладно. Why should I trust you? I'm not asking you to, Louis. If you are still in doubt about the demons, I can assure you that won't last long. Окей, хорошо. А что дальше-то? Continue. Louis, it's time you opened your eyes. Come, you'll soon see. After you. Все это очень подозрительно. Тем более столько охраны. Did what happened to Elizabeth Adams have anything to do with you? Unfortunately, the poor girl became an issue between us, in spite of herself. A family of demons is still a family, and as in all families, there are disputes. Elizabeth's family, the Adams, has always been under the patriarchal control of my father. As he and myself are not really on very good terms, sending poor Elizabeth here was terribly rude of him, really. You did accept, though. No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. But this is my castle, and everyone is the master of their own home. It was you who killed her. The child was already condemned, Louis. My father would never have let her be. I had to pass inside her mind and, yes, make her take her own life. Капец. Trapped between the unyielding control of my father and your mother's terrible treatments, I wouldn't wish a life like that on anyone. Would you? So neither my mother nor Peru were ever guilty. Вообще.
You just gave me the runaround with that whole investigation. Now, don't take it the wrong way. I was obliged to keep up appearances so that Gregory wouldn't suspect me. And Просто it бедная enabled me to деваха. size you Ни up, за Louis. что абсолютно. Писец. So, Von Borchert, he was looking for the Al-Azif for you. Exactly. Al-Azif has always belonged to my family, Louis. And with good reason. My father wrote much of it. Can you tell me what you've done with... What, you mean the Al-Azif? No, I already know that. Sarah came here with it and got rid of it. I was thinking of Von Borchert. He isn't essential, but he is a trusted person. He's a prisoner at our headquarters in Paris. All right. If you could manipulate us mentally, what's the point of all the theatrics of the conference? You must suspect that we asked ourselves that very same question. For many centuries, we didn't organize any conferences, and most of the time, it ended in civil war between demons. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world. Now, whenever one of us wanted to propose a major change between these countries, they summon the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently, we participate along with our best assets. Once the humans are brought together, the conference begins, but we are forbidden to use our talents to influence the participants. The first meeting is held in order to expose the subject to all the participants, followed by several days of reflection, during which we are allowed to be persuasive, but not to impose our will. A second meeting closes the conference with a final vote. So, for you it's a game, isn't it? I understand your remark, but after living several centuries, you stand back and enjoy what reflection and pleasure you can. But how do you agree on global policy? Locally, we often have competing interests, and sometimes we start wars between men, which are linked to our disagreements. Most of the time, our father steps in and gives directives, which my family follow to the letter. Indeed, in my opinion, it is high time we moved on. What do you mean? I mean that a new era must begin. The old monarchic regimes are outdated, and it's time to evolve. I hope I've answered all your questions, Louis. Come, I've something to show you. There is one question that remains to be answered. Why me? Why tell me all of this? Oh, haven't you guessed yet? I think you sorely need the Golden Order, and you want to make sure you've got it. Really? You really think I'm that desperate? Well, I did think so, but now I'm not so sure. Look, we are of the gods, Louis. Always have been. You, as much as me. You are one of us, Louis. You too are a demon. Are you serious? You know it. Deep down inside, you know I am telling you the truth. Where do you think that natural, charismatic presence comes from? Your talent must already have manifested itself somehow. Have you ever had any vision? No, stop it, it's absurd. Have you never found yourself suddenly inside someone else's body, without knowing why? No. Whilst asleep, maybe? That's how it often happens the first time. Your spirit wanders unconsciously. My mother can't have lied to me about that. It's true. Your real mother would never have lied to you. What do you mean? Louis, I would rather you found this out from her own lips, but it's important that you know. Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth before you commit an irreparable act. No, no, it's not possible. You are my son. Я твой отец. Что? Not too shaken up. You've experienced many significant events since your arrival. То есть,
Серьезно. До этого игра мне ломала мозг отсутствием логики в своих загадках. Загадки мне ломали голову. Теперь вы решили меня просто добить. Но уже не загадками, а уже сюжетом. Охренеть. You can say that again. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's been lying to me all along? Let her justify herself. What's done is done. Sarah must explain herself. You must clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you join her, I'd like to give you something. As a demon, I would like to introduce you to your first talent. What do you mean? Open your mind, my son. Relax. You hold immense power. It's already there inside you. Empty your mind of all thoughts. Just let me show you the way. I should relax. Open your mind. Hear my voice. Feel the vibrations. And listen to what has been happening to you deep inside, but which you have been concealing. Trust yourself. It's all already in there. I can hear something. Now breathe. It's a sound, very faint. That's right. Да, он сказал, что он Concentrate on it. харизматичный. My voice is growing fainter, but I am here. Whispers, words, mixed voices. Focus on one of them. Don't be afraid. Ой, все, поплыли. I sense a stream. Some words are clear, but Капец, из not all of детективов them. демоны. Enter into your mind. Охренеть. А дальше hear что? Now I can hear a clear Здравствуй, voice. дурка, да? Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. What? You heard me. From now on, whenever a human speaks to you, you will be able to read their current thoughts. So, if you need to know something in particular from someone, all you have to do is make them think about it. But it'd be a violation of their most intimate thoughts, wouldn't it? To begin with, there's nothing obliging you to do it. You already had the ability without even knowing it. I just gave you the option of putting it into practice if you want. Moreover, it would be wrong to evoke morality here. Every species is different, Louis, and this is the way we are made. That's all there is to it. You are free to use this talent or not. And what's more, it will be up to you to decide what to do with the thoughts you read. That is where the values of right and wrong do come into play. There are also a few rules you need to know that govern this talent when used between ourselves. You can read the thoughts of demons as well as of humans. But be careful. A demon more experienced than yourself will know that you are spying and will often react quite violently. It's considered bad form to play around the psyche of another demon. It's a question of courtesy. But let's be clear. What is most considered bad form is getting caught. So I would advise against trying to read the thoughts of Gregory, for example. Yes, the old grump is touchy and rather a stickler about the conventions. On that note, go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion later if you want. Just join me in my study when you've finished. Ёптить. Чтение мыслей. Дальше предположите того, как ты расследуешь проекты Шерлок Холмс, доктор Ватсон. Да, вообще. Сразу оба. При каждом чтении мысли тратится очко сенса. Вы можете вернуть одно очко, если столкнетесь с... столкнетесь с устойчивостью. 2, если вы используете слабости, и 3, если вы будете
Якорцы. Его уж не будем. You're right. I need to go now. See you later, Father. One more thing. If you want to know the truth about your birth, ask her about Paris, 1763, at 12 Rue des Martyrs. That's where she disemboweled your mother to steal you from me. It's not that I regret all these discussions, but I must hurry to the wharf. Да, тебе нужно спешить на причал, а мне нужно спешить на кухню. Что-нибудь попить взять. Я в шоке. Вот уж не думала, что так может повернуться все. Хотя, наверное, в какой-то степени это было предсказуемо, когда нам вот эта маман сказала, что типа, слушай, тут такие дела, тут демоны, все демоны, кругом одни демоны, и никому не верю. Вот. Возможно, поэтому это было предсказуемо. Ой. Давайте сделаем перерывчик. Разомнемся. Встанем размять там ножки, жопки и что там еще надо. Вот. Поэтому пока послушайте ля музик. Вот. А я пойду там за чаечком или кофеечком, или еще что-нибудь. Что там найду. Вот. А так, собственно, пара минут, и мы с вами продолжим, так сказать, исследовать вот эти вот интересные тайны. Вот, все, пара минут, ребят.
What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. 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 Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated. It's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10.
Всем. Я вернулась с кружечкой прекрасного чая. Вот. Так вот сделаем. Перекочуешь на другую квартиру? Что, их несколько, что ли? Или ты имеешь в виду там это родители там или бабушку? Или еще кого-нибудь? Купил себе по дороге шоколадку, Аленочку. Прикольно. Ой, шоколадка — это хорошо. Но я не любитель Аленки. Мне больше нравятся другие шоколадки. Ну, там... Ну, раньше она мне, в принципе, нравилась. Вот. Сейчас как-то не очень уже я ее не покупаю, в общем. Вот. Мне, например, нравится «Россия, щедрая душа». Какие там еще есть? Раньше Альпенгольд еще нравился, сейчас уже не нравится. Еще какую-то я покупаю частенько. Ну, Милку. Милка мне тоже нравится. Но она дороговатая. Я ее беру, если там по скидке она есть. Ну да, вот эти две, наверное, самые такие. Самые часто мною покупаемые, скажем так. Так, ну ладно, что, поехали дальше. Поехали дальше. Что у нас тут? Куда нам там? Во двор? Идти. А к чему ей копье? К чему вообще это копье нужно всем им? Опа, опять это наша. Oh no! No, mother! Louis, it was an accident, I'm sorry. I didn't have a choice. She attacked me. I didn't want to hurt her. Минус. What happened? I was on the wharf. It was dark. She seemed to be preparing to depart. I moved closer. I wanted us to talk, but as soon as she saw me, she threatened me. I wanted her to explain to me in her own words what had happened to Emma. I had to know what happened, Louis. You understand that, don't you? Мне знакомо сейчас не в городе. Квартиру надо проверять, ты плевать, что забрать. Понятно. Ну, давайте прочитаем ее мысли. That's pathetic. Look, he still doesn't get it for crying out loud. Emma? Oh, the bitch. Так это не на... В смысле? Мы ж тогда все узнали. Или это с самого начала была не она? Охренеть. Что? Подожди, она же... Как можно было променять меня на него? Look, he still doesn't get it for crying out loud. Emma? Oh, the bitch.
Вот собака. Bitch. What? Louis, what's wrong with you? No, you are not Emily. Ah, that. It took you long enough to figure it out, though. Oh, I felt sorry for you when I saw you couldn't even recognize her, Louis. What do you expect? It wasn't my fault. Yes, you spent a night with her, but she can't have made much of an impression on you. Oh, men. Shut it. Was it perhaps that night we spent together after the conference that persuaded you that I was worth more than her? What? Oh, you still don't get it. The night of the conference? It wasn't poor Emily who paid you a little visit in your room. Oh, she was much too busy with Monsieur Bonaparte. No, that's not true. It was me, of course. I assure you, you got something a whole lot better. And when I think she wasn't even armed when I arrived. Right. Take a moment to think and meet me at the manor later. You're crazy. Now, Louis, don't push it. I understand your grief, but I won't put up with that sort of talk from you or anybody. Давайте грохнем ее. Просто, ну, потому что она бесит меня. Die, you bitch. Ну... Не, ну я думала, это будет покрасивше. Ну, он там достанет оружие или, не знаю, в воду ее скинет. Ладно, неважно. Пипец. Просто. Какое-то развитие такое. Я вообще офигею. Мы не можем ничего прочитать, у нас ничего нету. Мы же не можем повторно читать, нет? Не можем. Ну, писец просто. Жестокий. Чё это я жестокий-то? Идите в жопу. I spent my whole life swimming in lies. Ну все, давайте плавать. What a waste. I feel like I know nothing. That I have to learn everything all over again. I'm a demon. I age more slowly. I can mentally manipulate people. I don't even know if it's a good thing or a curse. Ну, не, давайте себя успокаивать, чё. Мы вообще такие, мы не виноваты ни в чём. Всё хорошо. What a mess. Come on, man up, Louis. I'm still the same old me. Demon or not, I'm still in charge of my actions. And this father, I know nothing about. Yes, I've still got a lot to learn. It's enough to drive you crazy. Everything I believed in, nothing holds true anymore. Pull yourself together, man. I need to find some answers. There's no way of being alone for a minute. Чё, кому там от меня чё надо? Sir Gregory? Good day, Louis. I think it would be good to talk. How are you feeling? I don't know. I understand. I heard that William spoke to you at last about our nature and our family. It's a good thing, but you must be a bit shaken up. That's the least you can say. I bid you welcome among us, Louis. Knowing William, he probably didn't go into any detail about our family, so if you have any questions, don't hesitate to ask. Так, ладно, мысли мы его читать не будем. Is there a head of the family? You'll see. You'll meet them all, of course, when you are ready. They created us and set out the rules, especially our father. As for our mother, she retired from the political stage. We don't see her much anymore. I think that all these questions simply bore her.
What's Lord Mortimer's problem? I think he allows himself to be devoured by a need for recognition. Has he always been like that? More or less, but thinking about it, I believe that the birth of our latest sibling greatly accentuated his discomfort. Do you think he's jealous? I didn't realize you were so good at behavioral analysis. Indeed, William certainly is prone to jealousy. Finding one's place, notably in the eyes of our father, is not easy, and we each do what we can to succeed. But I can't justify this perpetual rebellion against our rules. How many of us are there in the family? We are 8 brothers and sisters. What do you mean by brothers and sisters if we can change bodies? You reason with logic. We have retained the human habit. When we first come into this world, we retain a certain attachment to our first envelope. If we are born as a man, we are brothers. If we are born as a woman, we are sisters. But I must admit, it has absolutely no real importance. They're just bodies. Well, tell me then, are there any other families like ours? There are officially 7, but we're the oldest and therefore the most powerful. Mm-hmm. I see. There is still much to learn. Yes, it's true. You've got some catching up to do, my boy. One thing you must understand, regarding any disagreements that might arise between William and myself, is his position with regard to mankind. What do you mean? Well, for centuries we've been trying to help, and therefore preserve humanity. Monarchies are simple and practical. They enable us to inspire humanity efficiently, and I can't understand why William wants to replace them with democracy. Давайте встанем на сторону But отца. if your intention is not to dominate the human race, why not let them be master of their own destinies? I perfectly understand this type of reaction from you, less from William. The main thing you're lacking is time. Man is transient, and one of his particularities is that he does not learn from the errors of his peers. He uses up an incredible amount of energy building and destroying whatever he himself has put into place. If we weren't here to help them, guide them, I sincerely believe that humanity would have become extinct by now. We are eternal, Louis. When we plan ahead, we do it for the long term. Yes, I understand, but that's more like tyranny, isn't it? Well, it's all a question of your point of view. From man's point of view, I can understand how he would have that impression if ever he found out. But don't forget your true nature. From the demon's point of view, in other words, ours, letting man do as he thinks fit would equate to letting him race to his own demise. But what about man's freedom to choose? That is man's worst enemy, Louis. Imagine a creature that dies without reaching the age of adulthood. It remains a child. We have to help him, otherwise he will put himself in danger. It has taken centuries for our family to establish relative peace between demons. Thanks to this policy, we have been able to decide everything by confining the other families to subordinate roles. And now William is obsessed with disrupting everything. Peace between demons? What do you mean? I'm not talking about conflicts within our family. If that was all there was, everything would be fine.
But several other families, younger but nonetheless powerful, are trying to upset the balance. At present, we dominate most of the major countries around the globe. But some families are pushing, via less influential countries, to gain ground. Do you understand? As best I can, yes. When the time comes, you must take up a position on the political chessboard. I only hope your father doesn't take you down with him. Are you offering me an alliance? Louis, I do not believe that just because your father is mistaken, all is lost for you. You owe William nothing, so there's nothing obliging you to support him. I want you to make an informed choice. Now go and see your father, see what he has to say, and then think it over very carefully. That's exactly what I intended to do. Thank you, Uncle. Don't mention it. If I've been able to help you in any way, go now. Мы мирились, что-то так не придется иметь хорошее подозрение. Да. Раз уж мы решили наворотить делов, так давайте наворотим их до самого конца. Чтоб вообще все. Чтоб вообще все охренели. А что случилось? Sir, I am sorry, but I cannot let you enter. Почему нельзя? Неужто что-то случилось? А куда нам идти-то? В его... в его кабинет. А это где? Супер Лео, привет. Тут уже полный пипец. Только в тот раз это был пипец в плане загадок, сейчас это пипец в плане сюжета. На самом деле мы не те, кем себя считали все это время. И все здесь не те, кого мы считали все это время. Все не так и все не то. Вот так. А я думаю, что так ярко? Где пульт? Где пульт? Где пульт? Нету пультика. Нет, это не пульт, это зарядник. Нету пультика. Ну ладно. Придется без него как-то. Чё ты там стоишь? Да тут вообще уже отрыв башки. Busy as always, I see. How lucky you are. I must admit I'm trying to kill the boredom myself. I'm sorry, Mr. President, but I don't have a minute to spare right now. Yes, I see. No time for chit-chat with an elder, of course. Well, run along. Ну ладно, не обижайся, чё ты? Не надо обижаться. На нас нельзя обижаться, мы слишком хорошие. Мы, конечно, деваху грохнули, но не важно. Она сама виновата. I was sure you would stay. I'm proud of you. You've made the right choice. You must have been disappointed not to have been able to speak to Sarah one last time. I would have liked her to tell you herself. Well, I guess I'll never know now. True. Even so, there is one more thing I haven't told you about her. Sarah was my daughter. What? Sure. But why didn't you tell me the truth about her? I thought that might be too many truths to absorb at one time. Хватит, I intended вы to tell you afterwards. чё? You were in a hurry, so I made a decision. You've been able to understand and choose for yourself. How do you feel? Hard to say. Ёб твое масло. Вы чё, блин, вы совсем не решили... Эта игра реально сломает мне мозг.
Она реально мне ломает мозг просто. Я в ахере. Это писец. Флэш обсмотрели второй Аквамен после титров. Не знаю, как это связано. Флэш и Аквамен, ну ладно. Это вообще, это такая Санта-Барбара. Это просто, я не знаю, что в голове у сценаристов там у них. Я в шоке. Confused about everything? I have to admit, it's been a lot to take in such a short amount of time. What could be more normal? It may have been a bit brutal, but you've just grown up in a very short space of time. Спасибо большое. Now on, you can influence your own future. I will guide you. We've all the time we need. You're not the first to make me that offer. What do you mean by that? Your brother, Sir Gregory. Gregory. Why am I not even surprised? What did he say? Он... Давайте скажем, что за нас... Подожди, это этикет. Ну-ка, у тебя нету наука и убеждения у тебя. Ну, давайте, типа, скажем, что он там такой весь за вас переживает, короче, все дела. I think he's worried about you. Worried? Marvelous. That's just like him. You know, in a family like ours, we all have a role to play. And his is to worry about everyone else. Let me reassure you, there's no reason for him to worry about me. Хорошо, давайте спросим про нас. What would my role be in all of this? That's for you to decide. I'm not trying to force you, Louis. I have high hopes for you, but the decision remains yours to make. I don't impose anything on anyone. I'm just following my own path. Просто иди своим путем, сказал тот, кто умеет читать мысли и управлять людьми. Demons have emerged in and around great leaders all over the world. But like true tyrants, they have governed with an iron fist in a studded glove. That's the impression I get. But you see, people's discontent is increasing, and they are too high up to hear it. They take themselves for gods. Sooner or later, the people will turn against us, just as they have in the past. Как в старые времена, то есть это уже случалось, понятно. We must master the humans, yes, but gently. And the best way of doing that is by allowing them a free choice, Louis. Вот, да. Все правильно ты говоришь, хоть в чем-то это самое. Ой, Господи. So that's your project. Of course, not entirely, no. It is easier to keep control over people who slumber than people who are oppressed. A man with nothing to lose is a dangerous man. Whereas, if you give him a roof, food, and entertainment, he will do whatever you want. The best way of getting them to achieve something is to make them think it was their idea. For that, they have to feel as if they are free. Hang on. What do you mean? Look at the United States. From the start, I introduced an idea that will change everything. The idea that everything is possible. Everyone can become someone. Is there anything more beautiful? You mean it's not true? Man can move mountains when he believes it is in his own interest. And what nobler cause is there than his own freedom? Ну, заливает он хорошо. Господи, ненавижу все эти обсуждения про политику. Я в ней ничего не шарю. Отстаньте от меня. Можно я просто буду сидеть и пить чай? Такая роль мне подойдет. Если у вас есть печенье, вообще замечательно. Как он недобро смотрит на нас. Do you have any more examples? Of course.
Ёптить. Сейчас мы узнаем абсолютно все. Well, take the slave trade, for example. It's an archaic practice that simply has to stop. Today, black slaves of America work for free and in unbearable conditions. Tomorrow, if you free the blacks and offer them work along with a salary, they will bless you for it. Then, they will be integrated into the system. They will be taxable. Once they are free, they will have to work for a roof, pay taxes, and feed their families. Maybe we could take away the civil rights of prisoners, for example. In this way, we'll keep control of all those who respect the system and benefit from the others as a workforce. Давайте узнаем, стоит ли давать женщинам больше прав. And what would you propose for women? They must be given the right to work and to vote. Look, at the moment, they don't work. They take care of raising children. What a mistake. We have to get them out of the house. Make them work. In this way, not only will they become consumers, but they will also delegate the job of education to the system. We could guide humanity from a young age, Louis, don't you see? Today, we are wasting too much time. What obscurantism! By harping on this concept of good and evil, guilt and redemption, look where men are now, locked up in beliefs that should no longer exist. It's time for men to rediscover themselves and to take control of their lives as they really are, without any moral judgment. Что-то как-то это странно сейчас про религию было. Это типа сначала он сказал, если вкратце, то ничто не истинно и все дозволено, а потом такой типа что-то там что-то не уважать что-то там других или не смотреть на других. Tell me what you think about progress. Progress is essential, Louis. It's the future. What else? Progress must liberate humanity from burdensome chores. Progress must replace man wherever his presence is not obligatory. It creates both the desire and the need. It will liberate women as soon as the machines are able to do all the chores in the home automatically. It will bring men together by bringing a faster means of locomotion. Look at the cultural revolution that printing brought about. But the most important of all has already been laid. The foundation stone. Freedom of speech. The First Amendment of the Constitution. There must be opponents to every project. So, above all, don't develop a one-track approach, otherwise man won't have enough room for expression to feel free. If man sees his chains, he will only want to break them. If we give men the feeling that they are free, I am convinced that they will exceed their limits, and it is only from that condition that humanity shall rise up. But do you want to dominate or raise humanity higher? I want it to advance. I want it to progress. Man is our vessel. If he progresses, then so do we. Wouldn't you like to know what we really are? Who do you mean? Demons? Yes, us. Our species. I've been searching for centuries, trying to find a way to explain the reason of our existence, but humanity has not yet evolved enough to make any progress on the subject. I am convinced that the sciences will bring that knowledge someday. So, that's your objective, is it? To understand who we are? Ну вот, собственно, перед вами тот, кто правит вообще всем. Кто отменил рабство, кто дал там женщинам права, свободу и все остальное, кто там что-то против религии, короче, вообще против всего и всех, и в то же время за всех и за вся. Что, Эмбер Хёрд испортила репутацию фильма? Нифига себе. Это как она так постаралась?
Скорее всего, он имел машины, которые облегчат, типа, по дому, там, то есть он связывал это с женщинами, то есть, скорее всего, он имел в виду изобретение, там, ну, типа, пылесоса, то есть, там, какой-нибудь, не знаю, микроволновки, это стиральной машины, еще там что-нибудь, короче, вот, я так понимаю, что вот это вот. Ой. Капец, я не понимаю, они все такие странные, писец. Ну, не знаю, ну, типа, он, типа, весь такой, как будто бы, вот, ну, типа, правильный, да, то есть он хочет, как бы, вот, самого там лучшего для всех, но в то же время он действует в эгоистичных целях, но, ну, хз. I understand your goal, Не but the change you знаю. propose is not really a significant one. It is merely more smoke and mirrors. You must understand that we directly depend on men. Consequently, Почему we вы have to do полностью our зависите? utmost to help them Почему? Вы progress что, сами не and to можете prevent ничего? them from killing each other. Поняла, супер Лео. Про это Эмбер Хёрд. Поняла. Какой год в игре это вербовка? Это... тут, по-моему, конец 18 века. 1790 какой-то или 80 какой-то. Там где-то в самом начале такое говорилось. Ну, то есть, да, события, которые как раз незадолго до возникновения всяких этих там... Как это... Когда там была первая промышленная революция? Она была, по-моему, где-то в 17 что ли, веке. А потом была еще вторая. Она была позже. Я не помню, когда это. Санику надо спрашивать. Он у нас знаток в истории. Давайте мы типа And you think that's been a success? Humanity? It's almost always at war. And it's been this way forever. Look, I'm not saying that the task is easy. We've all had failures. And at times we have even suffered from conflicts on our own side. I'm doing my best to improve the situation. Our family clings to its privileges and to the past. And that's how they are putting us in danger. The time has come for change. Now that you know your true nature, there are still a few things I need to teach you. What do you mean exactly? A new skill, and not the least, Louis. It's about taking control of a person. Ладно, I don't хрен see с how I тобой, could do давай. that. I shall help you the first time. How do you do it? It's an animal resonance. How it works is still a bit unclear even to us. Like a wave or a sound? That seems the most likely, yes. In my opinion, demons are capable of tuning their psychic frequency to that of others. That is why, for example, I tend to surround myself with deaf and dumb servants. The servants dressed in black. I infiltrated them. I opened a channel between them and me, and then I deprived them of speech and hearing. This way, no other demon can turn them against me. Ну, ты чё? Это же... За что? Okay, let's not waste any more time. I deduce that you're impatient to master what's in store for you. That is good. I thought I'd mix business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, as you know. Not that I'm fed up with archaic diplomacy, but it's time to ensure the success of this project. To make this happen, I would like Piaget to inform the Pope he has changed sides. Короче, Супер Лео, он типа демон, и мы, получается, тоже, он сказал, что мы демоны. Вот все вот эти галлюцинации, это все потому, что мы сами демоны, мы невольно перемещались в тела там других.
Вот. И мы можем читать мысли и вселяться в них. Here is my plan. I would like you to join His Eminence in his room. Just play along. We'll see when the time comes. Very well. And then? You're going to have to trust me. What we're going to do is painless for the human you are going to invade. Invade? Yes. You're going to enter his mind and take control. You're going to influence his actions and his psyche. Make him speak, then concentrate. You must focus on him in order to feel his thoughts. Then, while speaking, you must link with him. Once you're done, you will naturally find your way to the source and enter into his thoughts. But what if I fail? Trust in your instincts. You just have to let yourself go. You have the skill. Let your nature come to the fore. You'll see. If you fail, you'll be in for some light banter with His Eminence. That's all. There's nothing to be afraid of. Very well. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaggi had written it himself. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had Piaggi's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Once it's written up, just bring it back to me, and I'll send it off immediately. All right. I'll take care of it. Офигеть. Все. Мы, в общем, мы в такой заварушке. Ой, капец. Ну да ладно. Раз уж мы демон, значит, будем делать дела. Темные делишки. Тело дамочки той самой. Ой, фу, супер Лео, какой ужас. Кошмар. А вообще я не понимаю, о чем ты. Что за извращение в твоей голове? Осуждаю. Да, типа, он не хочет. Я тоже не хочу, но у нас нет другого выбора. И раз уж мы, как говорится, вот, раз уж вот так вот оно складывается, все, ну, значит, будем мракобесить. Значит, по наверное, всему съемочному составу режиссера. Скандальная дамочка, ясно, понятно. Сейчас, секунду, ребят, закрою, отойду окно, а то что-то уже прохладненько становится. Так, все. Идти. Все. Ой, скорее бы уже купить себе кресло. Удобное, мягкое. Но, увы и ах. Да, мне почему-то показалось, что ты немножечко другое имел в виду. Чуть-чуть другое. Да сейчас бы еще, если бы не вырезали это, тут бы вообще бы мы охренели 10 раз. Так, ладно, пойдемте со старым разговаривать. А ты опять тут стоишь. Давайте с этим тоже Please don't поболтаем. hold it against me, but
I would like to be alone for a while. Так ты на меня обиделся все-таки, да, что я с тобой не поболтала? Блин. Ну ладно. Обижонку сделала. Судя по всему. Ну, понятно, люди из принципа не стали смотреть фильм с ее участием. После такого скандала. Ну, ясно. President George Washington. Вполне себе закономерно. Monseigneur, His Eminence Cardinal Так, нам Judge. сюда. Ah, well. Louis, what brings you back to my chambers? May I sit down? Of course, Louis. Don't you feel good? Yes, but if I'm gonna pass inside you, I'd better sit myself down first. It's nothing, don't worry about it. Well, what can I do for you? Right. Now I need to concentrate. I wanted to speak to you, Your Eminence. В Heavy Rain. Я, по-моему, смотрела Heavy Rain. Во всяком случае, название мне очень-очень знакомое. Ну, я не помню, про что там. Спросите демных выводитиков. Ну, давайте такие типа о собрании. Your Eminence, I'd like to speak to you about the conference. Sorry, my son, but I would rather not speak about it. Damn it! Change subjects, Louis. Quick! А к чему у тебя там слабость-то? Только как эрудиция, ой, устойчивость. Ну, не знаю. What exactly is your role with regard to the Holy Father? What? What on earth is he playing at? It's coming. You're a cardinal in Pictori. Why don't you admit it? Impertinent little brat. Louis, I don't find this conversation in very good taste. All right, it's coming. Come on, Giuseppe, let me in. What? I've done it. I've done it, damn it. He was right. This is just crazy. I can't believe it. Вот те Look at yourself, здрасте. Louis. Better not get caught. Whoa. I still need to get used to this body. So, let's see about what Mortimer asked me. Right. Well, it's time I got started. Let's see what I can find here to help me write that letter. I have no means to validate my forgery, so I better take my time with it and not make any mistakes. There are 2 letters from the Pope on the desk. I should be able to get a clue or 2 by checking how well they correspond to each other. А But вон here там are 3 написано stamps. All are 1793 год. different. Ну, давайте прочитаем сначала письма. Ой, дорогой Джузеппе, здоровье не позволяет мне принять приглашение сэра Грегора и посетить собрание. Буду благодарен, если вы меня замените. Прошу, засвидетельствуйте мои почтения им обоим. Передайте сэру Грегоре, что мы исправно следуем его советам насчет нашего знакомого кардинала и епископа. Полагаюсь на вас. Джованна, прошу вас ставить печать с моим девизом вместо своей личной печати, когда пишете ко мне. С твоим девизом? Какой у тебя девиз? Еще раз благодарю за то, что согласились представлять Ватикану лорда Мортимера. Надеюсь, ваше путешествие прошло хорошо, несмотря на то, что пришлось пересекать охваченную волнениями Францию. На вас возложена большая ответственность, мой друг. Да хранит вас Господь, желание и братские. Окей.
Подумать над содержанием. Let's start writing. Lord Mortimer asked me to discredit Sir Gregory Очернить and to сэра announce Грегори, Piaget's сообщить, final что vote in Пьяжи his favor. проголосовал As за an него. introduction, Your Holiness, thank you for your trust. И Хома, и Мортимер. Сирене Тилу уже интересно, так как они отреагируют на главного героя, который как будто пьяный. Да никак, он, наверное, потом просто вернется в свое тело, да и все. А эти ничего не вспомнят. Что если мы и того, и другого очерним такие, что они оба плохие? Хотя, этот же, наверное, прочитает, да? Давайте, короче, их обоих, ну просто по приколу. It even appears that Lord Просто Mortimer по and Sir приколу. Gregory both have access to obscure, superior forces to help them reach their ends. I think the Papal States, for the sake of their own preservation, ought to condemn this practice of conferences in the future. Раз уж нам дают такой выбор, почему бы и нет? There's a kind of code composed of 6 letters they always write under the dates of their correspondence. According to Mortimer, it's got something to do with Piaget's tattoo. I guess I'll have to write one for today's date. Now, ideally, it'd be better to do without it, but I'm going to need to be extremely clever here. Today, the date is 24/01/1793. Так. Да, мы сами такие будем с усами. In the letters from the Pope, there's 6 letters just below the date, 2 just below the month, 2 под 4 месяцем, others below остальное the под year. годом. Piaget's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Давайте Some рассуждать. figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. Today the date is 24/01/1793. Да. Я же это нажала. То есть, типа, значит, сначала день, да? Today the date is 24/01/1793. Ноль один. Ай-яй-яй. Здесь 31. Здесь 18. Но там почему-то Г. Я опять не понимаю. Today the date is 24/01/1793.
Я не то. Подожди, начать Today the заново. date is 24/01/1793. Да хрен знает. Оно как-то надо с датами это вон сопоставить, как вот здесь вот. Но я не понимаю. Сначала, допустим, цифра 24 это А. Today the date is А дальше что? 24/01/1793. Где я вам 01 возьму? Здесь нету 01. Но 01 здесь есть, значит это Х. Окей. Today the date is 24/01/1793. Дальше 1793. Или надо вообще типа... In the letters from the Pope, there are 6 letters just below the date, 2 just below the month, 4 others below the year. 2 под Piatti месяцем, said 4 too, под it кодом. must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Some figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must День не be the key to the зашифрован, code. должно быть это есть разгадка. Today the date is 24/01/1793. За что? Моя не понимать. А еще у меня чай почти закончился. Ну-ка. Так, я пробую один единственный раз. Если это не получается, эта игра и эта загадка идет нахрен. Итак, допустим. 17 у нас есть цифра. Цифра 1 это у нас буква Х. Раз, два, три, четыре. Здесь зашифрован день, здесь месяц. Так, так, так и так, что ли? Ну, допустим, буква Б это цифра 7. С это цифра 9. 3 это F. А если вот здесь, то почему-то Г это 31, хотя здесь это вроде как И так-то. Ну окей, хорошо. 31 это Г.
Ж это 12, хотя здесь это 3. Хер его пойми, блин. Извините, пожалуйста. Я не хотела. Нет, я не вижу логики. Опять. Я опять не вижу логики. 24 это буква А. 01, допустим, это буква Х. Как вот это зашифровывается, я не понимаю. Допустим, здесь совпадают Х и Ф. Допустим... Я не знаю, я не хочу здесь долго сидеть. Пофиг. Я напишу какую-нибудь... Какую-нибудь рандомную вообще. Я не понимаю. Это бред, блин. Сидите опять 2 часа с этим. Идите вот и сами сидите. Вот честное слово. Закончить. In one of the letters, the Pope asked Piaggi to change and to stop using his personal stamp. He asked him to use the one with the Pope's motto on it. And I remember that. Flore in Domo Domini. Флорет ин дома домин. И чё это значит? Ты мне нормально не мог сказать? On it is written
flore in domo domini. Ну вот. Latin. Чисто из интереса. It blooms in the house of God. Все, использую эту. Мы и так все равно все поломали. Мы там пошли против всех и... Так что какой в этом смысл вообще? В этих тупых загадках. Your Eminence, all ready to send... What's he doing here? Damn it. That's all I need. Don't worry, he can't hear us. What do you mean he can't hear us? What's going on here, Piaggi? А ты кто у нас? Уклонение, ясно, я понял. Давайте это... Давайте прочитаем мысль. Goat is going to drop us. It's a lousy turncoat. Well, you'd better not tell me he just fell asleep. Ну, давайте скажем, что Calm down now. успокоительное. Monsieur de Richer came to see me because he was having anxiety attacks and wanted something to help him relax. I'm afraid I've been a little heavy-handed. You can say that again. I was about to fetch someone to take care of him. Would you care to go? There he is, and there he stays. The perfect opportunity. What do you mean? It's been a while now that I've been hoping for a chance to get rid of him. Чё, Can офигел, you keep a secret? Of course, my son. Would you like to tell me under the confidentiality of confession? Ah, don't talk rubbish. I don't trust the little runt because he is Mortimer's son. Would you believe it? How does he know? Dear God, how is that possible? I am flabbergasted. We've wasted enough time. What if he wakes up? If you don't want to get your hands dirty, just turn away and leave everything to me. This is not a decision to be taken lightly. You're defending him now. What are you talking about? Of course not. He's made you change sides, hasn't he? Ну, давайте скажем, что типа ты офигела и не в моей Committing a crime in комнате. my room is out of the question. Think, it will all be on our heads. No doubt about it. I refuse to run the risk. Right. Monsieur von Von, I always act in the best interest of all. I assure you. Everyone's entitled to an opinion. You must have lost your mind to want to take such an extreme course of action. No one's asking you to help me do it. I'm warning you, if you continue, I will inform Lord Mortimer. I'm not afraid of Mortimer. It's Sir Gregory I serve. If you lay a finger on him, I'll denounce you to Sir Gregory. I'm warning you. You old weasel. Very well, Piaggi, you win. I refuse to let you do the first thing that comes into your head. I don't know what the two of you are up to, but I'll find out sooner or later. Right. Time for me to get back into my body. Чуть не провалили. Right. Don't just stand there, Louis. Mortimer's waiting for you in the red salon. Фух, выжившие. А так могли бы и это отправиться, как говорится, куда нам не хотелось бы отправляться. Давайте чуть-чуть побродим, надо бы пособирать эти, а то у нас мало их осталось. Ой.
Amber crystals. Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Что у нас со временем? Скоро надо заканчивать. Amber crystals. Монетка. Монетка — это хорошо. Ой, что там пролетело? Монетка — это хорошо. Монетка — это нужно. Монетка — это важно. Так, здесь у нас ничего нигде не лежит. Отсюда мы... А, ну, нет, все-таки что-то лежит. А, и вот это мы можем... Или не можем взломать. Ну, ладно. Не можем, так не можем. А, мы вернулись туда же. Давайте там еще прогуляемся по... Вот сюда вроде бы нам надо. Да, вот сюда я хотела. Так, здесь у нас просто Roland книга. feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, Здесь it's already ничего. remarkable that he can feel anything. Здесь тоже ничего. Так, медик. Медик нам пригодится. Так, все что ли? Код неверный, но и фиг с ним. Верный, так неверный. Я не хочу 2 часа снова над загадкой сидеть. Я пыталась найти там какую-то логическую связь. Я пришла к выводу, что опять логики в этих загадках абсолютно нет никакой. То есть сначала тебе кажется, что логика есть, потом ты понимаешь, что ее нет. Ты пытаешься нелогически разобраться, пытаешься что-то там додумывать. В итоге ни к чему не приходишь. И как бы на этом все. Вот. Так что 2 часа снова корпеть над загадкой. Спасибо. Не надо. В этой игре логики нет. Так что все, идет она нафиг. Вот честное слово. В конце концов, мы изначально планировали быть детективами. А не решебником этих всяких загадок, блин. И не демонами. Господи. А куда? Где идти-то? Куда подниматься-то, блин? Я понять не могу. Где твой кабинет-то?
Боже, я не могу все равно выучить здесь, запомнить все, что тут есть. Вот не могу и все, но не получается. Там мы все забрали. У меня складывается нехорошее впечатление, что скоро нам будет не хватать всяких вот этих вот баночек, эликсирчиков. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Ее нет. Charming. Этой логики. Это что? Так, а куда мне? Подожди, идти-то? В столовой. В столовой он сидит. Я тут, значит, его ищу в кабинете, а он в столовке. Он достал. Эта игра из-за своих загадок реально становится очень утомительной. Ну и где ты? Это ж столовая, нет? Или это не столовая у тебя? А, нет, это не столовая, это что-то другое. Я не помню, что это. Ну, не важно. Да, засранец, пошел пить чай, блин. С печеньем. Вот у меня нет печенья. Вы понимаете, как это грустно, когда нет печенья к чаю? Это же вообще... Нет, ладно, когда нет печенья, но есть, допустим, конфетки или там шоколадочка или еще что-нибудь, там прянички какие-нибудь там. Ну, короче, альтернатива. А у меня нету ничего, понимаете? Ничего. Где ты? Ну-ка, отдавай бутерброды. Я тоже хочу. So, Louis, what was your first time like? Bewildering, isn't it? Here's your letter. Сейчас он прочитает и I скажет, have to admit, охренел. the experience was utterly amazing. Come, tell me more. Хочу попробовать. Не, я с легкостью Everything went as справился. planned. Я же I didn't молодец encounter any такой. particular difficulties. Well done, you. On my first try, well, it took me 3 goes. But you did it. Идет. Gregory, what can I do for you? I've just come to make sure dear Louis has all the information he needs. Needs for what? You are free to make your own choices, William. I would like the same for him too. There's nothing I want more, Gregory. Your schemes will lead to your demise, brother. Don't involve Louis. He has nothing to do with all this. The end of the conference approaches, and this masquerade will soon be torn asunder. Don't drag him down with you in your disgrace. Oh, ye of little faith. On the contrary, brother, Как вы Louis оба has just entered the family. надоели. Give him a chance to find his place. His place? Это знаете чего? Это, короче, про это можно мем составить. Это типа вот... Типа, знаете, мем такой, да, там, допустим, мама говорит, там, типа, он будет врачом, папа такой говорит, нет, он будет, не знаю, там, военным, и, типа, тем временем я, не знаю, типа, играю в игры и хочу быть, там, разработчиком игр, ну, допустим, ну, какие-то такие мемы, знаете. Вот из этой серии. Вот это, короче, то же самое. Они сейчас срутся, кем там нас заделают.
А мы в итоге накатали на них обоих обвинений в письме. Правда, код неверный написали. Но какая уже разница? Нужно было повторить код, как выше над тобой. Да я сначала так и хотела сделать, но видишь, в другом письме был 1792. То есть он отличался на одну цифру. Тот был 1793. Но при этом коды у них были абсолютно разные. То есть, ну, типа, год там был как будто бы ни при чем. То есть тогда те два письма, которые у нас были, они бы тогда, там, где год, они бы совпадали по 3 числам. 1, 7 и 9. Только в другом была бы другая буква, типа если цифра 2, да, а в том цифра 3. Но они были полностью разные, я не понимаю просто, как это работает. Ну, короче, какая уже разница? Господи, мы выйдем на самую плохую концовку, все сдохнут, а мы уйдем в закат. Все. Вот так вот. А мы просто помолчим. He's angry with our father. And with good reason. He governs us in the same way he governs humanity, through fear and submission. Same old tune. When will you understand that it's necessary to impose order for things to move forward properly? You are under his thumb and proud of it. Open your eyes, for crying out loud. His whole system has become outdated, and he's too old to see it. He will lead us to our demise. Here he goes with another of his grand speeches. William has always been fond of staging big scenes. It's his theatrical side. Давайте мы будем просто молчать. Я даже с ними вообще не хочу встревать тут. You are blind, brother. Even if the evidence bit you on the nose, you still wouldn't Они see оба it. достали. I feel sorry for you. Tea is drunk hot or not at all, William? When will you learn? It's too bitter. You shouldn't let it brew so long. I knew you'd be coming along. You are so predictable. Methodical, I would say. Things must be accomplished in the right order if we want the world to keep turning as it does. А давай мы снова промолчим и не будем к ним вообще лезть. Они меня достали. Whatever the consequences? What do you mean? Let's say it hardly leaves any room for free will. Now does it? It's the adults' responsibility to provide education for their children, Louis. Our family only ensures, through its experience, that demons do not lose themselves in rash decision-making. You see, Louis, Gregory came here to make you change your mind. It's time for things to change. I acknowledge Father has done many good things for humanity, but his time is over, and now he must pass on the torch. That's enough. There, Louis. That's the pathetic example your father has to offer. I really am sorry about what happened to you. You don't know our family yet. We can't have given you a very good impression, but bear in mind that we are all against William's project. On the contrary. If he insists on going through with it, we will have no other choice than to intervene by force. Consequently, my dear Louis, you're going to have to choose sides. I would much rather have met you in different circumstances. There you are, Louis. See what happens when you don't follow their orders to the letter. Louis, I'm afraid the time to decide. Ну нет, это самый противный выбор. А можно я выберу себя? If you follow William, he will drag you down with him. If, on the other hand, you support me, I can assure you that nothing will happen to you. You won't be blamed for your father's errors. Ah, the masks are off. I offer you liberty. He obliges you to choose, and shamelessly asks you to betray your own father. That is their true face. Right. Before I answer, well, I better think it over very carefully. Do I intend to embrace my demon nature and take my place on the chessboard? Нет, do I мы stay не out of it and готовы. do my utmost to stop them? Or
Да, совершенно верно. Давай свалим отсюда нахрен. Они реально меня оба бесят. Они втягивают нас в свои какие-то... Что-то тут нам навязывают оба. Пошли они нафиг, вот серьезно. Все, ничего не меняет, все. I'll just have to go with the lesser evil of the two. But they better not count on me to keep my word. I'll bring them all down. So? What do you choose, Louis? А прикинь, они сейчас прочитали наши мысли, а? Один из них. Во всяком случае, вот этот вот, наверное, прочитал. Он такой, типа, покашлял, то есть, ну, типа, заподозрил что-то, наверное. А этот такой говорил, что, типа, лучше не читать мысли. Это считается у нас неуважительным тоном. Все дела. Ой, короче, ладно. Давайте мы поддержим этого. А потом не знаю, что. I shall follow my father, Sir Gregory. Very well. But don't say I didn't warn you. Please, don't take offense, but I just can't turn my back on him. That said, if he turns his back on me, I won't be slow in sticking a dagger between his shoulder blades. It's time we finished what we started, brother. The final vote of the conference over the acquisition of Louisiana will take place in a few hours. I propose you gather your troops and prepare to close the debate. That's precisely what I was going to suggest. Короче, да, короче, мы Come, такие, типа, follow me. It's time for us to get ready. Что-то там пойдем, нам нужно подготовиться такой. Do you really think we have a chance of winning? A chance? You don't know me very well, Louis. We are going to win. But it only takes one person to vote against us, and we'll have lost. That's true. That's why none of them will. Why? Because I have an asset that they do not. Which is? You. My friends, prepare yourselves. The conference is about to resume. The time has come to lay down all our cards. Угу. Почему-то в неудачах не написано, что мы неправильно написали письмо, ну ладно. Ох ты ж, ё-моё, 8 очков навыков, офигеть. Подожди. Ну, вот так как-нибудь. А тут и надо все тратить. Вот, все, собственно, как раз у нас времечко такое, знаете, позднее довольно-таки. Так. Это что? Это у нас осталось последний, пятый этот. Все понятно. Но поскольку время уже такое довольно-таки поздное, поэтому мы с вами оставим последний эпизод. А, нет, он не последний. У нас есть еще 6-й эпизод. Вот, мы оставим его на следующий раз. Вот. Как-то так.
Как-то вот так, короче, это вообще, это офигеть, куда сюжет поворачивается. На самом деле нет, в целом игра интересная, но я не знаю, она почему-то меня очень сильно утомляет. Сначала она меня утомляла просто загадками. Теперь сегодня она мне вынесла мозг тем, что такой резкий поворот в сюжете. В какой-то степени, наверное, это было ожидаемо, но я не из тех людей, которые вот прям хорошо предсказывают сюжет. Вот. Возможно, если бы я прям остановилась и прям вот что-то там подумала, то может быть, но не настолько. Вот. Начали с детектива, заканчиваем вообще фиг пойми чем. И фиг пойми кем. Вот. Но в целом вообще так-то интересно. Вот. И теперь в конце концов интересно, чем все закончится, потому что мы вроде как, ну, если я правильно поняла, мы выбрали в итоге сторону вообще свою, человечество, и мы сказали, что типа мы притворимся, что мы там чем-то это, что мы на чьей-то там стороне, а в итоге мы всех вообще это, как говорится, нагнем и скажем: ребятки, до свидания. Пошли вы, как говорится, куда подальше. Я в этой игре не участвую. Вот. Собственно. Поэтому я думаю, что даже несмотря на то, что меня эта игра замучила вообще всем, чем только можно и нельзя, я думаю, что мы все равно в конце концов всех обманем и все равно придем к концовке, которая все-таки будет именно нашим своим собственным выбором. Что нам там навязывают, но мы все равно останемся при себе, так сказать. Да, где-то в геймплее перезатянуто, где-то сюжет, там где-то вот воды много, там что-то вот с этими, допустим, этими сестрами, этими близняшками, с этой Эмили и Эммой, вообще как-то непонятно, зачем они здесь нужны были. В итоге просто она меня выбесила. Я ее решила грохнуть. Вот. Нет, меня удивило на самом деле, допустим, что мы не угадали в тот раз. Вот, кто из них это была. В итоге мы выбрали, видимо, неправильную. А может, мы в любом случае выбрали неправильную. Либо, если бы даже выбрали правильную, а потом она встретилась нам на причале, может быть, она все равно бы нас там, ну, как-то обзывала. А может и нет, фиг знает. Вот. Ну, там вообще все сложно. Там какой-то любовный треугольник, там их две, а я одна. Вот, и попробуй их различи. Ой, капец. Но в целом, не знаю, вот у меня реально... Я, конечно, еще посмотрю, что в итоге будет в конце. Может быть, в конце, когда вот у нас, ну, прям концовка сложится, даже с учетом всех наших ошибок, может быть, я все равно в конце скажу, что, блин, эта игра стоила этих страданий. Вот. А может, и не скажу такого. Но на данный момент у меня вот какое-то вот противоречие. С одной стороны, вроде бы сюжетно-то она интересная. И вроде вот то, что загадки вот есть, то есть, что не все так просто, что надо посидеть и подумать, это тоже вроде как интересно. Вот. И то, что большой, ну, выбор как бы вот своих действий есть, это тоже интересно. Но с другой стороны, на другой чаше весов это вот наоборот уже отрицательное отношение. То, что загадки очень сложные и непонятные. Ну, я не знаю, там надо 300 IQ там, или сколько, 1000 IQ, чтобы это решить. Вот. Потом какие-то моменты сюжетные, не очень понятные.
Там, допустим, ну вот опять-таки с этими сестрами, зачем они были нужны тогда, не знаю. Вот. Какие-то там свои вот эти вот интриги, там что-то где-то что-то затянуто, какая-то вода, они там пытаются нас куда-то втянуть. В общем, не знаю, у меня пока двоякое впечатление об этой игре. Ну, короче, 50 на 50. Думаешь, в любом случае была бы не та женщина? Может быть, но нам было сказано, что мы могли спасти Сару каким-то образом. То есть избежать разговора с Мортимером мы никак не могли. Вот. Если бы мы скипнули вопросы, не думаю, что это бы помогло. Мне кажется, если бы мы выбрали правильную, возможно, она бы тогда ее не убила. Но, быть может, тогда маман бы убила ее. То есть, возможно, что в любом случае они обе, эти девахи, они обе, возможно, умирают в любом случае. Мне кажется, да, мне кажется, если бы мы выбрали правильную, мать бы тогда не убили, но мать бы убила бы ее. Мне кажется, так было бы. Боже, супер, если окажется, что еще и герой девушка в теле мужика там или еще что-то, то я вообще просто, мне кажется, взорвусь. Это ужас будет. Не, в аниме это, ну, типа, просто комедия, это смешно и забавно, но здесь у нас тут все такие серьезные, блин, вершители судьбы мира, блин, человечества, всем заправляют, но поэтому если тут такое будет, ну, это будет пиндец. Ой. Вернулся старый задний фон, да. Разнообразие должно быть. К тому же, ну, он такой симпатичный. Очень. Да все они у меня симпатичные. Я же выбираю только то, что мне нравится. Вот, собственно. Тогда давайте на сегодня закончим на этом. Взрыва мозга с меня на сегодня достаточно. Вот. Плюс еще. Знаете что? Кину вам маленький масенький спойлерик. Чем я сейчас пойду заниматься. Я пойду заканчивать видеомонтаж. Потому что у меня в целом все уже готово. Я сегодня утром доделывала. Я уже все там вот, как говорится, вот эти вот самые большие. Я там по крупицам, то есть уже там все собрала, все. Я, так сказать, пазл сложила. Но мне чуть-чуть не нравится. Пара мест мне чуть-чуть не нравится. Поэтому я сейчас пойду с этим экспериментировать. Вот. Надеюсь, что я не очень долго с этим буду сидеть. Вот. И, собственно, в любом случае, я его вот закончу, если не сейчас, то завтра утром. И собственно, не знаю, там, как мне сделать лучше. Но если Санька запустит стрим, то тогда на стриме у него сможете увидеть, так сказать, мое произведение. Вот. А если нет, значит попозже увидите. Там, ну, не знаю, там на Ютубе, там или на Бусти, или куда он там выложит. Вот. Короче, посмотрим. Но завтра в любом случае уже все будет готово. Вот. И мне прям не терпится увидеть Санькину реакцию. Вот прям не терпится, потому что для меня самое важное — это увидеть эмоции. Вот. Так сказать, это для меня просто лучшая награда за мои труды. Подарковый сонг спилить уже полгода. Это как это? Это как это ты это вредно пытаешься? Я
я как-то не очень себе представляю. Да, конечно, у меня все получится. У меня там очень классная нарезка с этих моментов. Это нарезка по хоррорам, но не Мортари ассистент. Нет. До него у меня еще лапки не добрались. Я его еще, наверное, не скоро сделаю. Потому что там целый стрим. Даже нет, не стрим, это там целые стримы. Это надо все. Это сколько там? Вот один стрим на 2 часа, другой стрим на 2 часа. Я не помню. По-моему, в записи это осталось только 2. Ну, короче, это как минимум 4 часа надо просматривать. Весь материал, а потом уже выбирать. Я вообще, вредно, хотела сегодня, то есть я с утра ведь закончила, вот, но просто потом у меня сестра заняла компьютер, засела на полдня, поэтому когда я потом захожу, смотрю, а Санька уже стрим закончил. Думаю, ну ладно, что уж теперь делать. Напевал 5 мелких кусков по Таркову, а я пытался найти нормбиты, чтобы она лаконично... О, это прикольно, это очень интересная тема. Блин, круто. Я бы с удовольствием послушала, там посмотрела все дела. Да, у меня лапки. У меня лапки. Пятница, вебка и все такое. Я понимаю, что в пятницу вебка. Ну, я не знаю, я, короче, ему завтра напишу. Скажу, что вот, так сказать, готово. А там уже скажу, вот смотри, если там хочешь, то давай вот сегодня, если нет, то давай в пятницу, ладно. Но я не могу, мне не терпится. У меня просто все вот последнюю неделю, наверное, начиная вот с тех вот где-то выходных, у меня просто такой прилив вдохновения был. Я просто сидела часами. Я сидела и пилила это все. Я прям вообще такой порыв был. Вот, поэтому в целом я очень довольна результатами. Вот, мне очень интересно посмотреть, как оно вот это вот все получилось и какие эмоции вызовут. Потому что вот просто объясню вам простую истину, которую вам скажет, пожалуй, любой видеомонтажер. Когда ты в процессе, да, вот у тебя возникают в голове какие-то идеи, как вот здесь вот, ну там, смонтировать вот этот момент, как смонтировать вот этот момент. И пока ты в процессе этой работы, вот, ты монтируешь, если это, конечно, не коротенький какой-то вот совсем видеоролик, где почти ничего не надо делать, вот, а именно вот большой такой там на, не знаю, там на 10-20 там минут, ты очень много раз пересматриваешь материал, очень много раз, чтобы у тебя там, я не знаю, вот все до миллиметров было точно. Вот. И из-за того, что ты пересматриваешь это очень-очень много раз, у тебя уже, ну, так сказать, и глаз замыливается, и слух тоже, и все вот такое. В общем, тебе уже не кажется это вот, ну, таким, типа, прикольным, смешным, там, не знаю, страшным, не страшным. Вот. Таким себе в целом момент кажется, там, или вообще нелепым. Вот. Или монтаж кажется кривым, или еще чего-то. Вот в этом не то чтобы проблема, что ли, но, так сказать, вот последствия, что ли, назовем это так. Вот.
А, конечно, когда ты смотришь в первый раз, вот, ну, уже полноценно готовое видео, да, ну, вы заходите на YouTube, там, не знаю, смотрите нарезки смешных каких-то моментов готовых, вот, вы посмотрели, вам кажется, там, типа, ой, как прикольно, типа, какой монтаж классный. В целом очень смешно, да, вот, но человек, который это монтировал из-за того, что он пересматривал свой материал сотни раз, ему уже не кажется он смешным. Вот, поэтому мне всегда интересно, какие эмоции это вызовет. В каких моментах будет особенно смешно. А в каких не очень будет смешно там. Вот. Так что вот. Поэтому ждите, короче, завтра инфы. Вот. Я Саньке в любом случае напишу, скажу, что все готово у меня. Вот. А ты, типа, так сказать, распоряжайся, вот как хочешь. Вот. Но мне самое главное увидеть эмоции. Вот. А на этой прекрасной ноте я заканчиваю, потому что я про видеомонтаж я могу болтать, я не знаю, сколько времени. Почти столько же, сколько про макияж. Вот. Собственно, все. Спасибо всем, кто был. Спасибо за ваше общение, за вашу прекрасную компанию. Вот. Всегда всех рада видеть. Вот. Скоро пройдем этот консил. Может быть, завтра. Если, конечно, у меня будут силы, будет желание, не знаю. Вот. Посмотрим. Все. Я напоминаю, вы находились на канале Джулия Райтер. Меня зовут Юля. Я желаю вам доброй ночи, сладких снов, легкого пробуждения утром. Не болейте, берегите себя и своих близких и родных людей. Вот, все. Всех целую, обнимаю, всем пока.